Канди Рапидо. Тихо ты. Канди Рапидо. Вот дает. Так, друзья, всем привет. Вы на канале BL Stream. С вами Михаил. Запускаем трансляцию по Fallen Good. С понедельничком у вас после праздников. Первая трудовая неделя. Да, в этом году. Начало, так сказать. Хорошего вам дня, хорошего настроения, легкой вам там работы, учебы. Вот, собственно, у нас Fallen Good, второй стрим прохождения, вторая серия. Ребят, вроде постарался поднастроить, даже игру запустил в OBS, опять не захотела она подхватываться. Я не знаю, может быть это винда такая 11 кривая, может быть здесь оптимизация. Ну, будем пробовать, я сохранился. Играем мы за троллей, которых пытаются истребить. Те заключают союз с неким таинственным эльфом, дабы воскресить падшего бога, ну и сохранить свою расу. Всем приятного просмотра, хорошего вам настроения. Вот, колыбель Мугу. Что бы там ни думали тролли про вождя Агрока, не стоит верить гнило клыкам. Типа людям, наверное, утверждавшим, что все в жизни ему давалось легко, лишь потому, что его родитель был вождем до него. О нет, детеныш голод, гнилая кровь глыкореза, лунные братья стали тенью себя, прежних, и на плечи Агрока легло время вести их вновь к свету Мугвы. Ну, поехали. Вот, комментарий я, наверное, в дзене не смогу прочитать, потому что не буду я альтабаться. Да, дабы игра не слетела там или не зависла БС-ка. Ну что, помчались. Верните слезу Мугвы. Так, я помню, да, мы набрали там с вами, сорвали, точнее, какой-то цветочек для некого ритуала. Чего ждет Агрок? Надо не принести слезы костяным братьям. Нербок сокрушил медведя? Тот медведь, Нербок его сокрушил? Нербок его сокрушил, он уже был раненый, когда Нербок пришел. Может, его убил охотник костяных братьев? Или хрупарь? Глаза Ануга искали везде в джунглях, сказали, никто не видел ни хрупарей, ни зеленых шкур. Верно, ладно, будет хорошая еда для больных и раненых. Нербок отнесет его племени. Верная мысль, спроси крошку, кому нужнее еда. Почему Нербок сказал, что Заска хитрит? Сам спроси, мелкий клык стоит тут рядом. И он собирается сказать то же самое. Агрок Закса все скажет после поглощения. Сейчас не время. Хорошо. Так, ну да, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Так, тут у нас ничего. Это он нам открыл ворота.
По талантам там немножко мы вроде с вами разобрались. У меня получается один боец, второй вроде бы как стрелок, а третий вроде как у меня лекарь. Ну вот такие вот, собственно, предпочтения я взял. Использую альт, чтобы открыть меню боя. А у меня пока нету. Пока что нету. Я помню, да, панель быстрого доступа по талантам. Как бы построение бы взять, чтобы стрелок был дальше. Ну, хотя войска вражеские в любом случае, наверное, будут обходить нас. Так, стой. А, сюда нам не попасть, да? То есть наше движение, возможно, и приведет нас к этому месту. Ну, посмотрим. Почему у этих джунглей окроку не по себе? Это же колыбель, да? Капли крови в колыбели, это правда. Много силы, мугвы вокруг жизнь кипит, и вся зелень расцветает. Только жалко, вся эта сила не помогает прогнать клыков. Что-то не так, Заска? Все так, все. Боже, камень. Зайцы в полночь косили. Так, а это у нас кто, друзья? Священная шкура, да это же избранный вождь Агрок, сокрушитель костей. Кабракс уже хотел спрашивать у костей, все ли в порядке? Вождь Кабракс, слава Мугве, это правда найти слезы оказалось сложнее, чем они думали? Среди разваленных хрупарей много жуков? Хорошо, для слез плохо для хрупарей, которые еще там в сокровищах. Покажи ему, давай. Хорошо, очень хорошо. Мугвы порадуется. Теперь нужен только зуб. Священное протекало. У костяных братьев нет? Конечно, есть, но лунные братья должны выточить свое для жертвоприношения. Ну, то есть, чтобы совершить обряд, нужны какие-то клыки и какое-то там копье, которое должны сами выточить. Вот так вот. Как изготовить зуб? Грунвар говорит, это священное оружие. Так же, как лунные братья делают все другое оружие. Вот это острие. Теперь Агрок должен найти зачарованное оружие хрупарей, обчистить и отдать куски старшему собирателю лунных братьев, чтобы он сделал зуб. А нельзя использовать зуб костяных братьев? У лунных братьев нет времени. Нет, если лунные братья хотят, чтобы костяные братья провели поглощение, надо уважать обычай. Хорошо, а Агрок не хотел проявить неуважение. Где можно найти зачарованно оружейных хрупарей? О, в джунглях много таких мест. Но Кабракс слышал слова Зарамука, старшего собирателя лунных братьев. Он говорил про убежище хрупарей на севере. Угу. Так, тут все одно и то же, только в конце два диалога. Острых клыков и толстой шкуры вождь. Да, и еще вождь Кабракс. Давай первого выберем. Его зовут Зарамака. Ну ладно, Агрос, с ним поговори. Да, еще вождь. Агрок пока не вождь, но все равно благодарит Кабракса от имени племени. Он знает, многие костяные братья не хотели пускать лунных братьев так близко к своему святилищу из-за глыкорезов и гнилой крови. Кабракс согласился помочь, и Агрок не забудет. Лунные братья — это, видимо, эльфы. Темные или светлые. Ну, возможно, темные, раз лунные, да. Хрупко... Вот, смотрите. Но все равно благодарит от имени, он знает многие костяные братья. Костяные братья — это, видимо, мы. Не хотели пускать лунных, типа эльфов, к своему святилищу из-за клыкорезов. Это браконьеров. То есть весь лор идет на том, что они выживают от браконьеров. Вот так вот. То есть их уничтожают, браконьеров. Ну надо же, у детеныша язык подвешен, как у родителя. Нет, Агрок говорит от сердца. Только костяные братья могут делать
Поглощение. Если бы Кабракс не помог, Нарек не нашел бы путь к лунной реке, и Огрок не обрел бы силу Нарека. Ну, все сложно пока что, да? Верно, верно. Нарьяк был не просто сильный вождь, он еще был последним перворожденным троллем. Проводить его в последний путь — большая честь. А все тупые клыки, кто боится подхватить гнилую кровь, им кулак в морду — лучшее лекарство. Давно пора знать, что гнилая кровь не передается от тролля к троллю. Радовались бы, что костяных братьев недуг пока стороной обходит. А впереди, если Огрок не навострит зуб. Так и есть, острых клыков, толстой шкуры, вождь Кабракс. Надо еще найти Нуага. Хоть бы он не сделал никаких глупостей. Конечно. Так, ну туда нас навряд ли пустят. Да, то есть нам по реке. Кто там что-то говорит? Давайте нам диалоги мы почитаем. О, это хоть более или менее на оружие похоже, друзья. Сила 2 отбивала. Это щит. Это у нас метатель. На, 2 топора. Круша врагов, герой наносит больше ран. Но у нас пока нету ачивки для 2 топоров конкретно. Мы можем пока щит поставить. Как бы вообще в легкую. Потом, естественно, поменяем, если понадобится. А вот и не племя троллей. Что нужно воину Кнаргу? Ну, это глупый вопрос. Говори. Ну, укротитель Юлок, он что-то говорил про Кнарга. Что, например? Ну, это никак не сказать хорошо. Талак, друг, брат Юлога. Кнарг рядом, когда клыкорезы его убивать. Талак, Огрок помнит, много лун назад, да? Так и есть, но Кнарг все точно помнит. Талак дерется как великий воин, и Кнарг рядом с ним, но потом клыкорезов слишком много, и Кнаргу страшно, Кнарг бежит. Слышит, как Талак кричит, когда охотники рвут клыки. Короче, когда их убивают. Ладно, ладно. Ладно, однако Кнарг хочет спросить Огрока, простит ли его Юлок, если он извинится, что бросил Талага. Огрок носит дар духов, так? Знает мысли племени. Огрок не умеет читать мысли, а если бы умел, то не стоял бы. Огрок бы хотел бы уметь читать, но он не может. I'm sorry. Но Мугва благословил, точнее, Окрога. Все, что делает дар духов, это дурные сны, способные слышать голоса на ветру. Иногда он бы хотел уметь читать мысли. Все было бы проще. Особенно теперь, когда ему надо стать вождем. Кнарг должен просто сказать Юлогу, что сожалеет после поглощения. И пусть Юлог сам решает, прощать его или нет. Кнарг понимает. Окрог прав. Надо спросить и надеяться на лучшее. Иногда это все, что троллю остается. Кнарг верно говорит, а теперь острых клыков и толстая шкура. Окрог должен готовиться. Острых клыков и толстая шкура. Типа такой девиз у них. Короче, типа, брат бросил брата, когда браконьеры его застали, но, видимо, он остался жив, как я понял. Но простит ли его другой брат, скажем так. Что за избранный вождь, старейшина, серая шкура, хвала Мугве. Хвала Мугве. И Юлогу привет. Клюкве? Клюкве, клюв. Тут вообще, ну язык поломаешь немножко поначалу, да. Клюква, Огрок, Юлог, блин. Ох. Так, почти все, но Кзикел и Ирак голодает. Крошка дал трав от голода, но и все равно не имется. Как там поглощение? Чем скорее лунные братья пойдут дальше, тем лучше. Подготовка все еще идет. Острых клыков и толстая шкура, Юлог.
Sharp tusks. острых клыков и толстой шкуры. Ready for action. Так. Interesting. Ah, chieftain. А, вождь вернулся. Хорошо, что нужно. What he need? У нас, понимаете, сейчас получается так, что очень много диалогов, типа вступления идет, все вот это вот движуха, пытаемся понять. Ну, вообще, в принципе, лор понятен, но пытаемся понять, кто тут с чем и почему, кто там вождь и так далее. Потом, конечно, это все будет РТС и будем развиваться. Стратегия. Агрок еще не вождь, Агрок хочет, чтобы Зарама кое-что изготовил. Need Zeramak. What he need? Что нужно? Любой предмет, который не нужны вам или вашему племени, Зарамак может разобрать на части. Разбирая предмет, вы можете получить следующие ресурсы: лезвие, пластины, эссенцию, клепание, эссенцию чар, сильную эссенцию чар. Из этих ресурсов можно изготавливать предметы, которые лучше подойдут троллям. На разные виды предметов идут разные ресурсы. Ну, то есть, если мы раньше вообще в серии 3 Spellforce и Solid Harvest продавали эти ресурсы, хотя я не мог крафтить, я так и не разобрался, как там гном что-то вроде как делал, но вроде как и не делал. Вот, тут это все вроде как рассказано: разобрать в центр. Ладно, а как закрыто это все дело? Разобрать. А, вот они, сами эссенции, да? А потом они показаны, зуб. Ну, типа 2 есть, там еще. Можем топор, кстати, вот. Это людское, а наш оставим. Ah, chieftain. О, что нужно? Good. Агрок еще не вождь, поглощение не закончено. А, избранный вождь, выбранный вождь. Chosen. Вобранный дождь, все одно. Zeramak. Зарамак не умеет длинные слова. Звать Агрока вождем сейчас как Нарека, потом проще. Разумный выбор. Хватает лунным братьям железа? Zeramak can speak Можно готовить? with. Then no Тогда нет, припасов мало, много собирателей гибнут. grabbers that day. В тот день Нилок. Back Пенпек, Дуки, ужасный день для лунных братьев. Ужасный день. day it was. Да, ужасный день. Trying Но они стараются. Старший глаз Ану говорит, просто место. right from Где драться хрупари рядом с колыбелью? Там много железа. kicking out. Может, от Заски будет прок? Он маленький, у него острый глаз. Может, он найдет? No. Нет, нет, Заска собирателей хватит. All right. Ну ладно. Типа мы хотели помочь, но он не хочет. The moon can meet. Лунным братьям надо изготовить зуб. Зарамак поможет? True. Что, зуб для еды? Eating? Нет, священное оружие для поглощения, для ритуала. То есть, острие уже есть. Теперь нужно только зачарованное протокола хрупарей. Кабракс говорил, собиратели нашли убежище хрупарей на севере. А, правда, пещера, она закрыть. Put the scrapper Но собиратели нашли металлическую блестяшку, чтобы открыть. Не помню слова. Ключ. Собиратели там уже были? not yet. Еще нет. Вокруг Араки и другие твари, но Грунвар и вождь сильные. Они их прикончить. Может взять и малыш лунную кровь. Он много сильнее. King of little blood. Можно, кстати, а Зарамак видел младшую кровь? To go he have. Видите, No. ну не прямо сейчас. Может он спать в укрытии? Агрок посмотрит. В любом случае скоро будет With brittle bone piercing. протоколов рук парей. Так что пусть Зарамак ждет и готовится. Oh, and Slick, Зарамак всегда готов. Да, кстати, Слик сейчас просить лучше. the chosen chieftain, might be able to help Slick if he has time. Награда за выполнение задания. Но это я помню. Тут можем лезвие взять, пластины. Простой ржавый ключ. Я даже не знаю. А, он нам вообще все, в принципе, дал. Новый уровень. Нажмите L. What should he do? Let Zaska get Scrapper Sligs. It is true, chosen chief. He has. It is all the usual. He needs act. No, no. Так, подожди. Он все одно и то же говорит. Has the chosen chieftain time to help Slick? Just
Like in the good old days? Отлично, так что избранный вождь найдет время помочь Слигу, как раньше. Агрок не может сказать Слигу нет. He has not really the time. У него сейчас совсем нет времени, но не может сказать Слигу нет то, что Слиг... Подожди, нет, это другой квест. Mogwar prays. Хвала Мугве, избранный вождь, очень добр. Слиг будет ждать избранного вождя Агрока рядом с развалинами Хрупарей. Слиг найдет все, быстро, если повезет. Fight. It had better. Хорошо бы Агрок найдет Слига на месте. He will see him soon. Can a troll not? Ah, chieftain back. Good, good. А что нужно? Что? Akrog needs what he need. Да, видите, мы теперь можем там всякие щиты какие-то взять. Шанс-блок и шанс-блок. Надо привыкнуть немножко к изображениям. Потому что я еще особо-то не понимаю в этих изображениях. Ну, непривычно, скажем так. Тут метательная... Пока оставим. What is that? Вот это вот троллеи. Moving now. Cursed rot. Let Grungwa take a close. Свиньи лунных братьев. Очень вкусные, но очень мелкие. Учитывая, как младшая кровь любит их есть, лунным братьям нужно больше. Подожди, значит, лунные братья это мы? Хрупаре. Я думал, что мы клыткорезы это те, которые браконьеры. Да, получается, что мы. Ладно. Чем дальше в лес, да, тем больше интереснее. Что у нас это получается? Связана характеристика сила. Ну, определенно. Это у нас боец. Так, концентрация в секунду. Тут мы тоже прокачали. Что-то я сюда по знамени хотел взять. Герои со всей силы ударяют по врагу, нанося серьезный рану. Больше всего боли причинит сбитым с ног врага. Вероятность блока. Так, это значит у нас идет на урон, а это на блок. Давай посмотрим. Друзья, всем привет. Добро пожаловать. Если используется оружие в ближнем бою, правильно? Герой с яростным криком бросает в бой врага, труднее его ранить. Бросается, точнее, в бой. Прилив отваги. Если здоровье источника... Испустив рев отваги, герой какое-то время может бросаться на врагов и иногда даже сбивать их с ног. При этом никто не может сбить его самого. Держа оружие в одной руке и отбивало в другой, герой изредка попадает сразу по двум врагам. Лучше переносит удары протекалом. То есть, если используется щит, поражает дополнительные цели. Герой врезается в ближайший к нему врага, сбивая его с ног. Лучше всего в паре с отбивалом, типа щитом. Блин, отбивало это щит. Ну вот... Правда, как будто сам как тролль же сидишь тут. Пытаешься еще лексиконы их уловить. Ну, вот это интересно. Отбивала тролль, следующий уровень таран. Ну, как бы интересно, да? Тут, я помню, круговерть идет. Свое оружие роняя всех. Это ближний бой. А это, сражаясь с двуручным оружием, герой иногда может попасть сразу по двум врагам, а сбитым с ног наносит особенно сокрушительный удар. Это для обоих рук, а это за каждого сокрушенного врага Мугва наделяет героя умением крушить врагов еще лучше. Если используется двуручное или универсальное оружие, вызывает эффект усиления на 5 секунд. Ну, тут, в общем-то, надо думать. Мне вот это понравилось. В принципе, усиление на 5 секунд. Мугва и так далее. Активируется каждую секунду. Вождь. Племя... ведет за собой племя, когда игрок не сражается. Мы быстрее двигаемся. Но дальше будет интересней.
Призывает лунных духов, чтобы те перенесли его и стоящим рядом родичи к одной из построек. Телепортация, представляете? А, говорит, изучено. Следующий уровень 3 необходим. И тут также. Если используется оружие ближнего боя. Кстати, вот это можно. Следующий уровень, удар вместе. Преимущество. Так. Это пассивка выходит. То есть вероятность блока будем делать. Хорошо, давай возьмем. Далее у меня стрелок. Это Заска, по-моему, да? А, это вообще Грунвар. Это Агрок, это сам вождь, который будет. А где Заска? Заска стрелок? Да, Заска стрелок. Ладно, Грунвар. Грунварчик. Во время драки герой начинает двигаться быстрее. Меткий бросок, который наносит глубокую рану, особенно если враг не может пошевелиться. Призывает тотем, наполненный холодящим мраком, он замедляет рядом врагов. Удар Мугу силен в Грунваре, он может творить больше чар, чем другие. Какие чары-то? Даже звери знают, что стая безопаснее, чем больше родичей находится рядом с Грунваром, тем сложнее его ранить. На себя область черной магии. Мгновенно убивает персонаж, совершая ритуал. Это что-то с призывом связано, в общем. Грунвар призывает тотем, наполненный, он постепенно исцеляет. Замедляет, исцеляет. Ну, можем взять замедляет, исцеляет, типа пару тотемов. Но вопрос в другом. У него сила воли параметр. Вот, видите как? На трешечку прибавил, только потом. И тут надо автоматические атаки. Наносит типа света урон. Тут надо... Не, ну тотемы тоже неплохо выходить. Заска клык. Ты у меня, по-моему, больше... Ловкость. Метательный, двуручный. Я что-то, походу, тут набрал. У меня шаман. Сила, ловкость и минус интеллект. И Заска, который с копьем, но он при этом еще и хилит. Аура, которая... О! Имеет извлекать пользу из мертвых. Он собирает с трупов ингредиенты. А, это я видел. На одну. Заботиться о племени он делает для себя или мазь, которая лечит раны. Собирает ингредиенты. Ну-ка, давай попробуем. Область здесь 17 метров. Максимальная цель одна. Каждую 1 секунду. Нам куда-нибудь сюда, у Таура. А, еще и способность. Ох ты, какой у меня ловкий паренек. В кавычках. Вот подожди, а как я так... Сидел, выбирал. Если это у меня шаман, то я ему силу ловкости накачал. Ему надо сила выносливости, сила воли. Что-нибудь. А этому интеллект, выносливость, сила воли. Ну, в целом, я думаю, это неплохо, да? Учитывая того, что он у меня еще и лекает при этом. Лучник-лекарь. Нет, у меня, подожди, у меня должен быть шаман-лекарь. У него тотема. Всем привет.
Удачного стрима и хорошего дня. Метательный топор, метательный... Привет, Ричард, привет, дружище, добро пожаловать. Короче, я тут, походу, напортачил с этими талантами. Can Zaska help? Этот хилит Rest for и стреляет. Ну, так типа не должно быть. at his service. А этот вроде шаман, который должен хилить и с тотемами, метает топоры. Ну ладно, посмотрим. Roxy. Ah, Grorek. А, Гророк, радостно видеть. Grorek. Гророк. Он виноват, избранный вождь. Пусть простит Грорага. No need to be Не надо говорить извинения. Krazak. А как там Кразок? Signs of healing. Не начал выздоравливать? Пока нет, избранный вождь. Krazak still У Кразака все еще жар, стало хуже из-за гнилой крови. Сейчас старый дурак задремал. the old fool. But cursed. Гнилая кровь. А Грок думает, никогда не видел раньше, чтобы Кразак спал. He looks so peaceful. Он выглядит таким мирным, да. Но как же портит воздух, как всегда. Грорак думает, это хороший знак. Hope so. Лежит, попукивает. Is his sickness? Насколько сильна болезнь? Grorek hopes. Надеется, что нет, не сильно. Пастух Крошка дал ему трав, чтобы спал. Kind of Grorek. Грорак молодец, заботится о Кразике. No trouble. Грораку не трудно. Он бы тоже заботился о Грораке, наверное. Trouble. Наверное, говорит. Krazak is for. Grorek thanks the chosen chieftain. Ох, нет, друзья, надо это все дело переварить. Нигде нет. Hopefully he did nothing foolish. Как бы глупости не наделал. Старая шкура много тревожится, но Ак сильный, позаботится о себе. Maybe, but he Это так, но лунная кровь, нельзя его потерять. Надо спрашивать Крошку, может он что знает. asked Crumb. Maybe he knows something. Interesting. There. How Как он себя чувствует? Лучше, говорит прямо, speak true, Crumb. он умирать. Протыкало хрупарей, прошло мимо сердца, через несколько восходов встанет на ноги. Добро, это добро. Elder Старейшина Грунвар, избранный вождь Акрок, охотник Заска, хвала Мугви, Крошка рад вернуться живым и здоровым. Shepherd Хвала Мугви, пастух Крошка, добрая душа. Как там ранение? Нехорошо. didn't have Ноги этап to see the next. не доживут до следующего заката. Higrak might Хиграк может поправиться, а может и нет. not. Как так? Крошка же сказал, будет здоров. Sometimes Иногда невозможно, it's enough to heal the wound. иногда немножко веры и надежды хватит, чтобы лечить самые страшные раны. Almost. А что с поглощением? Can need a Почти костяным братьям нужно еще пару мелочей. little blood. Не знает ли Крошка, где сейчас младшая кровь? His shelter. Агрок ходил в убежище, но его там нет. Strange. Странно. Crumb has seen him. No Нет, Крошка не видел. Но он весь день очень страдал по родителям. Бедный Нуак. wag. Он все еще верил, что род Can живет вечно. Добро пожаловать, друзья. Сегодня у нас будут разговоры лексикона троллей. Изучаем. Я уже потихоньку превратился. Я как бы тоже недавно проснулся, да. Пораньше, скажем так, начать. Хорошего вам дня, спасибо. Спасибо вам за пожелания. Да, Ричард. И всем привет. Альтабаться я не буду, а то может ОБС опять зависнуть. Вроде бы как игру настроил, но посмотрим, что будет дальше. Приятнейшего вам просмотра. А я, с вашего позволения, сделаю небольшую паузу. Я пойду хоть глаза протру. Я с этими нуагами, засками. Нуаг, тапок там какой-то, младшая кровь. Это, представляете, все племя поименно просто запомнить и называть. Когда-то вообще в шкуре троллей не был. Но смысл в том, что нам надо ритуал. Нам надо собрать какие-то ингредиенты, хрупари, короче, протыкают их, это типа люди с копьями, да? Отбивало щит, ну это вообще весело. Сейчас, друзья, прям пару минуточек, с вашего позволения. Сегодня рассчитываем на пару стримов.
Друзья, продолжаем. Дырищер, дружище, если тут нормально, там слышно, видно. Мишаньки, чтобы спокойствие было. Дай знать, пожалуйста. Так, продолжаем диалоги. Странно. Так, ну это глупо, он молодой. Но не такой молодой. Как бы немножко потом не говорить, как сам тролль в повседневной жизни. Это глупо, он молодой, но не такой молодой. Но это не была родная кровь. Он как игрок или нарьяк. Болезненный урок, который должен выучить каждый тролль. Все лунные братья, родичи, неважно, родная кровь или нет, нет различия. Да ладно, игрок. Да так гласит закон Мугуа. Вы все знают, что потерять родную кровь или друга, брата больнее. В таких чувствах нет ничего позорного. Все равно младшая кровь надо найти. Крошка знает, куда он пошел. Или нет? Нет, но Крошка уверен, что недалеко, надо поискать в джунглях. Хорошо. Острых клыков и толстая шкура, Крошка. Гип-гип, ура! Как это Астерикс, Обеликс. Гип-гип, ура! Так, у нас что по заданиям? Найти зачарованное оружие хрупарей, чтобы изготовить зуб Мугуа для ритуала. Найди кровь Нуака, младшую кровь Агрока. Встретись с собирателем Слигом на развалинах. Это, то есть, видимо, как доп-квест. Хижина младшей крови, он не любит, когда кто-то трогает его вещи. Я понял. Так, а где нам с собирателем на развалинах? Развалины вообще где-то сзади или здесь. Так, это зуб Мугу, младшая кровь. Еще зуб Мугу. Там жук? Там кто? Дайте жука на обед. Так, река. Не, детализация, хочу отметить, прям очень-очень все сделали. Может быть, стоит обойти? Ну, а крушить? Раз, тотем такой. И стоят дальше в паутине. Бей, давай. Все видеть? Нуак сильный. Арак, бей, дави. Всех рупарей тоже. Кто родителей убил? Бей, дави. Пусть хоть немножко Заски оставит. Заска 5. Нагу 5, сядь. 50. Почему Нуак 1? Тут опасно. Может, для старого Грунфа, но не для Нуага. Он сильный. Верно, сильный. Но он лунная кровь, он нужен племени. Охотника Рика Дикая Виверна убила. Все пару закатов назад. И... Нуаг не Ирик. Племя любить Нуага. Что он сильный? Как будет сильный, если все время прятаться в укрытии? Нуаг очень старательный, но его нужно воспитывать. Ваше взаимодействие, то, как вы себя ведете с другими в его присутствии, не только определит, какие особенности и преимущества будут доступны в его уникальном древе навыков, но и сформирует его характер и может повлиять на решения, которые он будет принимать. Ничего себе. Нуаг должен быть сильным с племенем, а не сам по себе. Не нужно прятаться, но нужно быть сильным вместе со своим племенем, это правда. Что младшая кровь может сокрушить много араков. Но он один тролль, лунные братья все вместе смогут сокрушить всех араков на Ургане. На Ургате. Нуаг, понимаете, но тогда племя должно быть сильным, много-много сильным. Охотники опять придут их всех крушить, потом строить из костей убежище, а мясо давать детенышам лунных братьев. Гнойные сосы Мугуа. Нуагу надо дышать глубже. Придут. Нуаг не быть сильный тогда, иначе родитель сейчас здесь и...
утешить Нуага. Обуздать ярость. Little blood. Младшая кровь, думай о Every time бурдюке для воды. Каждый раз, когда Нуаг злится you're pouring на косторезов, blood. пусть в бурдюк падает капли крови одна за другой, пока ее не станет так много, что шкура вот-вот лопнет. First. Nog. When the hunters come, Сопли вытер. make it burst. Тогда придут косторезы. Good. В ярость это хорошо, она дает воину силу в бою, но эта младшая кровь должен направлять свою ярость, а не наоборот. Старшая кровь говорит правильно, Нуаг сожалеет. Но он просто... It's all Ничего, Нуаг, все понимают. they all understand. Значит, он ушел один, чтобы показать племени, какой он сильный, и упустить свою злость? Нет, не только. He needs some. Он что-то хотел из араков, как сказать, потроха. Zazka, Заска может спросить, зачем? surprise for Crumple. No. Нуак и Зарамак думают для крошки подарок. Нуак можно брать потроха. But Конечно, но потом надо идти вместе, так лучше. it is better this way. Короче, малыш побежал, доказывая, что он достойный. Wrap them. They go Хорошо, сейчас идти. soon. Идти. Так, а у него двуручка. У него двуручка и, возможно, у нас сила, да? Да. Да, сила дает сопротивление. Ну, понятно. 4 очка способностей. Тело Нуага вмещает больше жизненной силы, а сам он лучше восстанавливает ее зельями. Так, на себя область воздействия. Нуаг рычать, враг подходить, драться с Нуагом. А не провокация, понял. Нуаг много сражаться, мало мыться, враги не любить. При получении урона каждую секунду воздействие на себя заклинание активируется каждую секунду. Вражеское существо рядом с объектом персонаж получает вялость. Ну, кстати, прикольно. Тогда на раз здесь качнем. Враг больно бить, враг драться, Нуаг злиться. При атаке на врага воздействует на себя, восстанавливает концентрацию. При получении урона персонаж восстанавливает концентрацию. Нуаг бить так сильно, враг падать. Старшая кровь учите все хотите обжигать Нуага. Нуаг делать больше сильный, Нуаг жить. Нуаг бить всех врагов. Сила атаки, множество сил для всех способностей. Типа доброта. Можем взять типа агрессию, попробовать. А что, какой у него параметр? Сила воли? У него силы воли нету. Ему надо как минимум до троечки, ладно. What is needed of him? He is going. Потом посмотрим. Ну, с двуручником неплохо. He is going. Должно пойти. Что-то там прогружается. He is on his way. Вот тот самый ржавый ключ. Новый старый давай с собирателем встретимся. Подожди. Going now. Попробуем. Потом мы туда обязательно зайдем. За зубом Мугвы. He will protect the tribe. Типа, если это у Нуага очень много здоровья, то да. Я к тому, что хорошо бы на него провокация. Так, стоп. А где он тогда будет? Где-то здесь. Grunwa is here. Let us go see. Да, попробуем. Chosen chieftain, over Избранный вождь, сюда. there he is. It was good. Сигнал, вот он. Хорошо, что избранный вождь Агрок здесь. Он готов защитить Слига? Готов. Wonderful. Замечательно. Тогда надо смотреть, сколько железного тут можно найти. Can Zazka help?
This looks interesting. Mogwar's tusks. Клыки Могуа, вот это место. Слик не знает, с чего начать. Slig should keep his voice. Слик не должен так громко кричать, он правильно сделал, что пришел не один. А Грок уверен, что враги за каждым углом. Is around every Собиратели — это особый тип рабочих. to be calm. Слик не может обещать, что он будет всегда тихим и избранный вождь. Not this. А Гроку не нравится это место, он хочет знать, что случилось с храпарями, которые жили тут раньше. Slig cannot spend all Слик не может тратить целый день на такие мысли, и ему надо искать железо. Их можно послать правой кнопкой, копаться в куче. Железо будет переработано... Копаться в куче железа. Все, что они там отыщут, отправят в хранилище. Железо будет переработано в железо. Кроме того, собиратель можно послать и искать любой точки карты. Хотя дача такого сбора будет ниже, чем при собирании. he helped tribe. Это как так? Ну-ка давай. Time to move on. The blood for the tribe. Keep Так. your arms away from Slig. Worry not. Akrog will crush them. Пусть Слик не That scrap. задефать. This makes a nice change from all the thinking Slig has been doing lately. What thinks he about? Slig will tell him if he promises to keep crushing. Может ему тотем поставить? Well, Slig likes to think about the trolls he knows. And the ones he has known. Has Slig lost someone close to him too? It is true. Это правда, конечно. Не так давно, как избранный вождь, Слик любит вспоминать своего старого друга Заника. Zanik. Akrog knows. Заник, а Грок не знает такое имя. Они были друзьями с молочных клыков. Слик никогда не забудет тот день, когда Заник попросил стать его другом-братом. What happened to him? The blood rot took him. He got hurt out in the swamps, and it seemed like he was getting better. But then the rot took over and he was gone. Гнилая кровь его забрала. Died. Он поранился на болоте, потом вроде ему стало лучше, но пришла Together, гнилая кровь. Вместе до конца такое слово trusted ones made. друг, братья, а Грок чувствует потери Слига, это больно. And in Рассказывает, как он друга потерял. Chieftain speaks true. Избранный вождь верно говорит, но сейчас не время. There is scrap to be found. Так, подожди, тут еще где-то. Lead the way. Дайте Слигу собрать кучу железа. Now. Destroy them. Magua, help her servants. Магва. Last of it. Run Arax again. Akrog will take care of them. Агрок. Is he near? Ими займется. Слиг собирает. Worker chosen chieftain. They can head back in a flash. Unless Слиг собирает быстро. Избранный вождь назад можно идти быстро. so much to take. У Агрока сейчас много забот. Он хотел бы еще помочь Слигу, но But duty calls. долг зовет. Слиг понимает, когда Агрок станет вождем, уже ничего не будет как прежде. Но вождь And at once тоже может развлекаться. Агрок не должен это забывать. have fun though. You should not forget. He will try not to. Он попытается, Good at reminding us. что нельзя быть всегда серьезным. Что-то. That is good. Поговорите. Lag Moonblood makes them all smile. Илья, привет, добро пожаловать. Что за игра? Это Fallen Good, Spellforce. Короче, DLC независимый, последняя. The tribe Это хорошо, но Аклунная кровь всем дарит улыбку, он очень добрый. Noah bring joy? Was that good? It is true. No Lag Moon. Это правда, но Аклунная кровь для Слига как солнце в пасмурный день. You find out. Короче, типа РТС стратегия с элементами РПГ, скажем так. Но я прохожу кампанию, но тут есть и сетевая составляющая. Now Slig really cannot Все, больше Слиг унести не может. Теперь он побежит к Замараку. use this scrap. И они вместе будут делать вещи. Quite frankly, Слик справился очень быстро, а Грок рад, что так вышло. he needed. It would have been a lot Слик needed to fight искал бы гораздо медленнее, если бы пришлось отбиваться от араков. chieftain for keeping Спасибо избранному вождю, что он защитил. trouble. Араки-пауки, да, это было не в тягость, но разве что совсем чуть-чуть. Чуть-чуть? В тягость это точно про Слига. Пусть и избранный вождь придет к Слигу, когда вернется в племя. Слиг найдет, что ему предложить. А Грок придет. Так, вернитесь в стойбище. Over. In that direction. В общем-то, так сказать, пытаюсь понять, окунуться в лор и пройти кампанию, так как
По-моему, здесь деревня. А, вот она. Так как первые... Ну, то есть сама основная Spellforce сюжета понравился. Soul Harvest тоже в целом неплох. Там как бы продолжение, что из Грим натворил. Ну, а это вообще независимая тема про троллей. Как они тут от браконьеров спасаются, выживают, заключили союз с таинственным эльфом. Тот им предложил сделку для выживания, видимо. Но мы должны воскресить павшего бога. Ну, тут пока предыстория, скажем так, племени, которые пытаются сделать вождем. Агрок рад, что Слик вернулся в племя с тяжелой ношей. Старший собиратель Зарамак был доволен. Очень доволен. Он и Слик благодарны избранному вождю. Агрок рад. Может, Агроку самому стало лучше, когда он помог Слигу. Когда погребение закончится и Агрок станет вождем, Слик хочет угостить Агрога вкусным. Это благодарность за то, что Агрок уделил ему внимание в такой день. И пусть Агрок приводит Нуага лунную кровь. Они выпьют вместе за лучшее время. Агроку нравится. Пусть Слик ему напомнит об этом. Конечно, острый клыков и толстая шкура — избранный вождь. О, выберите один. Я думаю, что самую дорогую мы будем брать. Вот, как-то так. Лунная кровь. Хвала Мугу, он в порядке из-за Рамака. Его не видит с восхода. Куда ходить? Ходить в дикие места, бить араков. Он должен был идти не один, сожалеет. Он лунная кровь, но Ак не извиняется перед Зарамаком. Он делает, что ему велит Мугва. Отдать Зарамаку Арачи потроха, паука-потроха. Хотел хоть что-то дать за Мараку? Точно, вот, Нуак находить. Фу, липко. Запах хороший, как вид. Верно, может и получиться. Вождь готовить за Марак чуть-чуть. Артефакт применен для задания. Поющая кость, которую Нуак изготовил для крошки. Поющая кость вроде рабских барабанов и зеленых шкур, только это поет долго-долго, как крик железноклюва. То есть это музыка? Точно. Тогда это для крошки. Нуака. Какая причина? А не увидеть. Хорошо. В общем, когда мы найдем крошку, который... Или подожди, или он здесь? По-моему, здесь. Да, сейчас мы отдадим по квесту. Да, вот она, крошка. Крошка тревожится. Что ты делал для крошки? Нуак, надо им показать, он обрадуется. Вот подарок. Поющая ветка. Нет, поющая кость. Ну как, Нуак это сделал? И почему дарит крошки? Зарамак помогает Нуагу это сделать. И он, крошка всегда помогает Нуагу, как старшая кровь. Закса и родитель, Нуак хотеть. И он хочет спросить. Давай, говори целиком. Он хочет, чтобы крошка стала его другом, брат, да? Точно. Нуак очень добрый. Крошка будет рад стать другом братом Нуага. Тогда решено. Пастуха крошка добрая душа и Нуага лунная кровь соединили братские узы. Нуак благодарить. Будет хороший друг, брат для крошки. Надо идти, младшая кровь. С крошкой можно говорить позже. Сейчас много дел. Его родная кровь прав. Но крошка еще раз хочет сказать спасибо Нуагу. Он начнет делать звуки, как только сможет. Если старые пальцы позволят, конечно. Палец одноручная. Метательный топор. Дай-ка я попробую метательный топор взять. У меня вроде как шаман с топорами. Так, где ты есть-то? Так, это двуручная жезл, а обычный интеллект. Двуручный топор. Серьезно, двуручный топор. Блин, прикольно. Только тут надо меткий бросок. Вот взять что-то на атакующие топоры. Будем ставить тотемы.
и топорами кидаться. Ну, как-то так. Ух. Ладно. Listening. He goes there, critic. He is strong blood. He is bad. He can be Мугу. Так, я хотел бы еще сюда сходить. Да, типа игра такая, что лучше все обойти, посмотреть. Потому что бывает сохранение, какие-то и полезные вещи. Ну и ресурсы тем более. Костяная труха. Илюха, а что сообщение-то стер? Вроде нормально писал, без ошибок. Лучше бы Нербок, а Агрок слишком молод. А, избранный вождь. moving now. А вы кто? They will not get away from Zazka, but his tusks are still sharp. Заска. What on earth? Кто там меня грызет? Interesting. May Magua guide his hand. No, А, мелкие какие-то, да? Доспех, блестящая хрупарская железно... Короче, доспех людской. could get a proper look. That way. Место поклонения какое-то. Так, ну два входа. Let's outroll. Ibrak, Kutuk. И брак, кутук, кровь за племя, племя за кровь. Elder Great. Старейшина серой шкуры, избранный вождь Агрок, кровь за племя, племя за кровь. The Hunters. Охотник Заска. By Kutuk. Глаз Кутук, глаз и брак. Радостно видеть. Какие дела, разведка. Не, весело. Старший глаз Анук говорит, старые искры в джунглях идти смотреть. So they go see. Is nothing here, though. Но тут ничего нет. Где сейчас старший глаз Анук? Speaking of I, Master Anuk, we're Его не было в лагере. of the Cradle. К востоку от колыбели еще с другими. Говорит, клюквы крошки находить гнездо араков. Много еды. Swords. Каких? Кутук не знать. And pray to Magua. Будем молиться Мугве, что эти кровари самые питательные из всех. Strange spot. Странные искры. Took asked themselves И брак и Кутук сами гадать. Он говорит, воздух волнами, over a fire. как над огнем. Any of Грунвар понимает, что это такое. maybe expert Может, сила чар, трудно сказать. spot mushroom. Может, грибы-зеленухи рядом с такими воздуха идет волнами. It is Может и так, правда. Мне кажется, там какой-то маг стоит и что-то там колдует. Агрок слышал, как и брак о нем говорил. heard them speak about him. Это не Ibrak thinks Нирбок должен стать избранным вождем, а не Агрок. He must hear Он слышит не то. that is enough to convince Zazka. От этих слов... of small tusk. Так, подожди, короче, типа... Какие-то идут тут межплеменные недовольства, что кто-то должен стать вождем, тот или иной. Замолчи, мелкий клык, а то и брак делать уродскую морду еще уродливее. My kin harms kin. Родич родича не бьет, говори правду или молчи. Ibrak to say if they Что говоришь и браку, если Агрок все слышать? Агрок знает, что у него пока мало сил, не как у родителя, но он еще получит уважение лунных братьев. И брак не обязан уважать Агрока, но он будет повиноваться. Агрок этого не простит. Нарьяк его выбрал. Я третий выберу. Nothing. Ничего, но Агрок скажет так. Он знает, что у него пока мало сил, не как у его родителей, но он еще получит уважение лунных братьев. И брак понимать. Добро. Еще вопрос? All right. sharp tusks and thick Причем нам, смотрите, сказали, что Нуак лунную кровь. Ну, то есть у нее есть таланты, да, какие-то. Но последующее воспитание будет открывать какие-то ветки. Вот здесь вот. То есть он будет стоять с вами рядом, и как вы будете вести диалоги, он будет как бы воспитываться. Ну, классно задумано. You find out. Еще одну. Ну, давай тут. Пещера Хрупарея. Burn. That was
контрабандистов. Кровавый жар, так называемый магический недуг, из-за которого 6 сотен лун назад появилась гниль. Он пришел из далеких заморских краев Spite was и на развалах расах, ways. и на разных расах сказался по-разному. Эльфов почти не затронул, хрупари умирали медленно. Зеленые шкуры быстрые в муках, кровавый жар слабее And was weak появлялся в Ургате. creatures nonetheless. Ну и здесь пострадали многие. Тролли от него слабели, а их детеныши умирали в утробе матери, не родившись. Be born. То есть, смотрите, кровавый жар, это, то есть, получается, что это, ну, скажем, во времена Войны Магов, Спилфорс 3 лор идет, да? То есть, все правильно, эльф он не затронул практически, потому что они все в основном эти были, как его, магами. А все, кто не маги, получали кровавый жар. All right. A tiny Ну что, маленько протыкало, силы чар, так сказать, Кабракс, надо идти. and keep their crush. Всем держать крушило наготове. Зарамак сказал, тут полно тварей. Grungwa is Идем за рубилом или за точилом людей. Боже, камень. Не знаю, вот я не играл до переделки в Fallen Good. Но детализация очень хороша. Прям очень. Хотя я настройки поделал на самый минимум. Тотем еще даже заморозку дает. Ну, то есть, видимо, его надо прокачать, и будет и заморозка. Интересно. А, он ярость накапливает, и тогда, получается, агрит на себя, да? what is this? А музыка-то какая клевая. Это еще кто? Кроты? Мутированный пещерник. What is needed? Ну, похож на крота. Ну, а что-то там шепчет. What is that? Рога огромного пещерника, эпическая. Рога остановившего от огромного пещерника. What this? Кольцо сопротивления света. Вот, кстати, первое кольцо. Но это Will lead the way. похож на какой-то обруч некий. Можно тебе? У тебя, по-моему, сопротивление. А, тут еще у Изаски вообще сопротивление слабое. Can a troll not rest for a moment? От рубящего, от всего прочего. Go join the Why war. must they plague the Moonkin? They met. Ну, это какие-то мини у нас пещерники. Grungwa, take a closer look. Going now. He is going. Так, кто тут? Что тут? Ого, сколько блестяшек. Grungwa has any idea who Грунвар знает, кто здесь жил. Охотники? they Они охотятся ради блестяшек, они бы их тут и не бросили. Может, грабители, хрупари, которые крушат других хрупарей и крадут у них? steal from other brittle. Пираты типа, да, бандиты. This looks interesting. Хрупари, которые крадут у других хрупарей. He is going. Весело живем. Ну да, типа пещерка какая-то золотом набита. It will not open. No. Не открывается. Ну а крушить? Тогда все блестяшки побьются, надо поискать ключ. Look for a key. Key? A piece of scrap. Железяк, который откроет? Нет, не тролль, не жирные тролли, лапы не трогают золото. Зипита нет. Дух крошки зеленок. А, тихо, Нуак, просто мелкий дух зеленой шкуры. Безобидный. Harmless.
Безобидный? Зиппет покажет жирным громилам, какой он безобидный. Кости там видели, да? Это были два искателя сокровища. Они от голода померли, потому что Зиппет держал волшебные стены 100 лет. Вот это дух крошки. Мы эту крошку ищем. Ну, там есть такие, да, таланты, что духа вызывать. Пусть уберет зачарованные стены, или лунные братья его сокрушат. Лунным братьям нет дела до блестяшек, им нужна вещь силы чар. Care not about the shine Чего, чар? magic. Магичная. А, вам нужен артефакт, да, отлично. Зиппет не желает тут торчать 100 лет, не. Так что пусть будет сделка. Зиппет отдаст один артефакт, а жирный громила вернут ему золото. И все довольны, ага. Они договорились, отлично. Да-да, теперь гоните Зиппету. Купите ключ у Зиппета. Золото слишком мягкий металл, а троллям он без надобности. Но другим существам в Эо он бывает нужен. То есть Эо — это материк, где мы живем. Так что стоит всегда иметь при себе запас. Ну, то есть не где мы живем, а где происходят все события. Take a closer look. Так, ну я помню, да. О, золотишко, вернись к Зиппету, да. My treasure Почему сокровищный гоблин мертвый? А все равно говорить Грунв. Ну а думать, могут все мертвые забить, river. все мертвые забирать в лунную что-то. Vulcan Только троллей, все остальные у них свои пути к лунной реке. finding the Этот гоблин стал нежитью, поэтому его душа не находит покоя. Он не хотел. Надо уходить отсюда поскорее, у меня мурашки по шкуре. Старшая кровь, эй. Он странный. it is just Просто опять слышит всякое. Дар духов. Локтар-Агар. Это второй раз за день. but this is the second time in a Да, верно, это второй раз. До этого Агрок много лун не слышал никаких духов. It'll makes Akrog's gift stronger. Колыбель усиливает дар. Грунвар так не думает, его дары остались прежними. Наверное, это что-то другое в джунглях или просто случайность. Well, no, it's not. Ладно, сейчас не время думать. Надо попробовать ключ скорее принести артефакту за Мараку. Да, Локтар-Угар. It will not open. No, I'm smashed. That might break the shiny things in there. But Да, Ричард, дружище, хотел спросить, а ты ушел. Я говорю, как там слышно, видно, нормально все. Дай, говорю, знать. Картинка не тормозит, как в прошлый раз. in that direction, they will regret this. Костюм, тотем. Тут прикольно, да. Ну, хотя это тролли, это не орки, Локтар-Угар. Тут типа тотемы, как у Регара, видишь? Ставит, один хилит. Учился за кофе. Тотемчики туда-сюда, там. Вот этот Нуак сейчас взяли персонажа. Мгм, спасибо большое, спасибо. А то мы просто в прошлый раз, говоришь, картинка там висела. И я там посмотрел, тормозила. What is this? Типа, я к чему? Вот этого персонажа сейчас нашли. Смотри, у него такие таланты. Все твои действия, вот, как бы у всех по две способности ты выбираешь. А у данного перса ты выбираешь только одну ветку, а вторая идет как воспитание. Ну, то есть, если ты будешь добро творить, будут какие-то одни открываться. Зло, там, видимо, другие. Нейтральность, там, еще какие-то. То есть, все твои действия, это как воспитание своего сородича. Обалденно, так-то интересно сделано. That way. Так, а еще можно куда-то обойти, пройти? This looks interesting. Вернитесь к колыбель Мугу. Пойдем. All right. Let them Хорошо, надо это принести за Мараку. Поглощение будет завершено к закату. It will all Все получится, Грунвар чует, Мугу улыбается. Отлично. Тогда что может пойти не так? Зачем, Заск? must he always Зачем кощунствовать? Заска не любит Мугу. Пусть таков его выбор, хотя это печалит Грунвара. Но Заска знает, как ему сложно в племени. И все равно старается оттолкнуть от себя родичей. Хочет, чтобы все его сторонились. wait? Погоди, значит, все не любят Заску, потому что он так шутит? Он думал, все завидуют тому, какой он красавчик. Заска не красавчик или как? Mug was miraculous. О, волшебные сассы Мугвы.
Если бы Нуак знал, Itching to mate with Zaz. все самки хотят спариваться, The question. Заска уходит от ответа. Zaz. Нет, просто Заска не в настроении отвечать на вопросы старого Old alien. хворого тролля. Fine. Хорошо, если Заска хочет Stay an outcast. оставаться изгоем среди родичей, так и быть. Только пусть не говорит потом, что Грунвар его не предупреждал. Само собой. Holy Святой и чистый старейшина Грунвар. Это Only тролли, wanted to help. то надо тогда искать Золджина меньше, чем Линк больше, чем. Зулджина? Ну, я взял топоры сейчас. Где он? На Грунвара. Но Грунвар больше как Ригар с тотемами. Но у него будут метательные топоры. Как-то так. Диалоги это вообще залипательные. Говорю, пытаешься понять где-то кто что говорит, и какой-то там... Тут племенные имена у них такие немного странные. Но Мугу, понятно, это священное. Нарьяк это бывший вождь. Грунвар хочет стать вождем племени, значит, не хотят кто-то, чтобы был Грунваром. Хотели... Короче, тут вообще... Текешь в этих диалогах. Грунвару так, обижать Заску не связано с тем, что он... The kin disrespecting Zazka has О, что в племени обижать Заску никак не связано с тем, что он кощунствует. Когда Агрок с Заской решили стать другами братьев, многие говорили Агроку, что он совершает ошибку. Но так неправильно, Заска лунный брат. Zazka Какая бы кровь у него ни была, и он все равно должен blood. почитать Мугу. Без Мугу у лунных братьев не было бы ни чар, ни дара речи. was. Если Мугу такая могучая, как говорит Грунвар, она же She could take a few jokes терпит пару шуточек от уродливого тролля с мелкими клыками, правда? with his lesson. Ну что, урок закончен? Заска не должен проявлять Blaspheme all he likes. неуважение к Грунвару. Он должен извиниться прямо сейчас. He must apologize. Leave it. Вождь, не надо. Он не говорил ни слова неправды. Грунвар стар, Грунвар хворает. No true Неправда, Грунвар сильный воин, как Нирбок. Типа, Заска наехал на Грунвара. time is long. Это время давно миновало. Ладно, надо идти. Let them move on. Is here. Ну, типа, все равно диалог надо завести. Lead the way. Ради воспитания Нуага вот этого. Going now. Сейчас будет какой-то ритуал, по идее. Так, где наш? Вот, кузнец. Ah, chieftain, back. А, вождь вернулся, хорошо, что нужно. What he need? Агрок хочет, чтобы ты за Марак кое-что изготовил. Theremin. What he need? Что нужно? Чего? Мне не надо это ломать. Вернитесь за Мараку, чтобы изготовить зуб Магвы. Ah, chieftain, back. Good, good. What he need? Akrog needs Zerem. What he need? Подожди, а как ему дать-то изготовить зуб Магвы? А, вот, зуб для обряда. Он пол... То есть, короче, я должен вот это разобрать. Да, я должен, видимо, вот это разобрать. Подожди. Ah, chieftain, back. Дай-ка я сохранюсь. Я что-то сейчас напортачу еще не то. Короче, мы искали копье, чтобы разобрать на какой-то ингредиент, чтобы изготовить другой ингредиент. Простыми словами. То есть, человеческие артефакты, если мы разбираем, мы получаем 10 вот этих вот чар. Да, из этих 10 чар мы делаем зуб для обряда. Ah, Zeramak, old hide. He habits stick. О, замарак старой шкуры еще годится. Вождь, зуб Магвы. Akrog. Акрок благодарит Замарака. Теперь надо идти к Абраксу. Да, кстати, Замарак. Собиратели теперь могут искать в пещере, там безопасно. It is safe. Теперь идем сюда, для обряда. Вот так вот, да. Надо бы кофейку бы еще налить. Ого! Это еще кто? Знаменитый лунная кровь Нуаг, да? Точно. Так, у Нуага в жилах точно кровь родителя. Отличный экземпляр. И как говорит Грунвар, совсем не как
Никаких признаков, точнее гнили, да? Ни слабых костей, ни кривых клыков, ничего. Ничего такого. Old enough. 5 лет малолеток даже на охоту не пускают. Some warriors by his 50. А он был уже сильнее многих воинов. Грунвар думает, он станет еще крупнее, если не считать вождя Нарьяка. Да восславит его Мугва. Нуак самый сильный из лунных братьев. Что ж, тогда Кабрас надеется, что Нуак даст жизнь многим детенышам. Может, и самка из костяных братьев, а? Noak is standing right here. Подкалывает. Нуак тут рядом стоит. It is just Цик-цик. Это ж просто have the moonkin shape the спаривание. Так что лунные... let Cabrak see. А кто о чем? Они об одном. Кабрас хочет смотреть. Чего, смогут ли костяные братья ступить всех лунных братьев? Впустить всех лунных братьев в колыбель во время поглощения. Akrog knows they have spoken of this before. That all kins Чтобы все братья видели, как избранный вождь поглощает сердце, да? Кабрас знает. were enough. Но в племени достаточно глупцов, кто не хотел, чтобы лунные братья вообще приходили из-за гнилой крови и прочего. Кабраксу надоело слышать ворчание. Dozen children Дюжина избранных воинов и старейшины из лунных братьев могут смотреть, остальные останутся снаружи в стойбище племени. of course. Конечно, Агрок понимает. Так, почему... Давай покажем. Клык и пойдем. Почему, да что там, у каждого свои будут привилегии. Хорошо, пойдем вовнутрь. Follow them inside. Почему он боится, типа, людей? Ну, это понятно, потому что браконьеры убивали их. Here makes Akrog's hide. О, от воздуха тут у Агрока что-то там. А это кто? Ты кто? To move on. О, да Ричард, это самое. Вчера, короче, настроил в игре этот... В Ассасинке HDR поставил. На рабочем столе HDR вообще смотрится убого. В игру зашел в Ассасин. HDR выставил. Блин, ну прикольно. Реально прикольно. Такое, как солнечный свет, что ли. Поиграем, короче. Завтра, наверное, в Ассасина. Уже с HDR. Я думаю, нормально будет. Хотя я не знаю, как в OBS отобразится или нет, но думаю, должно. Let Zoska get a proper Сначала все соберем. А потом дальше пойдем. head towards certain doom. Sure, why not? He is on his way. То есть тут еще куча железа. Going now. Так, Well then, ну что ж, хорошо. time for the preparations. Пора готовиться. Призыв детеныша Мугвы. Не надо так кривиться, как будто Агроку нагадил на голову железноклюв. Призыв детеныша Мугвы — большая честь, должен улыбаться. He should be smiling. Лунный брат и костяной брат умрут ради обряда. Тут нет причины улыбаться. Moonkin and a bonekin. Cabrak's Кабракс объяснил, это почетная смерть. Когда тролль умирает рабом зеленых шкур, позор. То есть от людей. От голода позор. Когда у тролля хрупарь вырезает клыки, позор. giving one Но отдать свою кровь, чтобы детеныш Мугвы унес славного old chieftain вождя Нарьяка, перерожденного по лунной реке, почетно. that Хорошая смерть для will wait. потомка Мугвы. То есть, представляете, они как бы, ну, простыми словами, делают жертвоприношение вот этому вождю. Вот, видно, да? Тут вождь лежит. Чтобы его по почетной лунной реке куда-то там унес славного вождя по почетной реке лунной. Cabrak's speak. Кабракс верно говорит, друг брат Did what Урнука будет долго думать темные мысли. time? Но он может утешиться тем, что Урнук будет плыть по лунной реке рядом с Нарьяком. Arnuk Это большая честь. Arnuk. Урнук умирает зачем? So Noak's son. Чтобы родитель Нуага ушел с миром, а друг брат Акрок стал новым вождем. Заска объяснит Нуагу, но не сейчас. The bloodgivers are already. Дающий кровь уже здесь, верно. Что нужно еще? The rest of the offering, of course, Подготовить остальные подношения, конечно. Дерево, пищу и tradition demands for the devout. еду. Обычай велит, чтобы все But if Akrog wants, собирало племя того... do it instead. Подожди.
Обычай велит, чтобы все собирало... Чтобы все племя собирало того, кого ждет поглощение. Но если Огрок захочет, костяные братья все сделают сами. Они знают, что лунные братья устали. He knows the Moonkin will. Если костяные братья соберут подношение, Огрок будет благодарен пропустить обучение. They are weary. Words of Нет, я не пропущу, потому что я не знаю, я лучше сам. Moonkin workers have built the gap. Столица сердца базы. Понятно. В столице можно исследовать новые технологии, просматривать общее количество секторов, рабочих ресурсов, чтобы все время держать открытым обзор экономики с разбивкой по отдельным ресурсам, заданиям для рабочих в каждом здании нажмите Б. А почему именно Б? Блин, Б, говорит, нажмите. Число назначенных в то или иное задание рабочих можно поменять, выбирая либо кнопку мыши. Рабочие, понятно. Ну, так, лесопилка. Представляете, я потом воевал бы и вообще не понимал бы. Ну и что? Я даже сейчас не понимаю. Необходим, блин, чертеж. Back, Moonkin. Назад, лунный брат, это... Тихо, Брок. Это избранный вождь Огрок, сокрушитель костей, детеныш Нарьяка перворожденного. The second А это кто? the moon blood of the tribe. Второрожденный Ноак, лунная кровь. Still А, то есть и два брата. Хех, еще детеныш. А уже крупнее. Зачем Огрок приходить? Хотеть почитания плоти родителей, так и есть. Огрок сожалеет, что они мало времени были вместе. Krog wishes they had spent more time to understandable. Это можно понять. Но детеныш тролля принадлежит племени, его воспитывают племя, а не родители. Raised by И тому есть причина. not favor his Тролль не должен предпочитать свое потомство другим родичам. Огрок знает, но они только начали охотиться вместе. Огрок сожалеет, что не успел узнать его получше. he had known him better. Krog still cannot understand Никак не понимает, почему кровь перерожденного не защитила Нарьяка. Стрелы не могли проткнуть его шкуру. us. Стрелы не могли, это правда, но на метательной пиках хрупаря смогла. Не должна была. Это метательная пика его достать. Никак. Это правда. Krog should go. Sharp tusks and thick hide. То есть тут много диалогов. Ладно, ребята, да, надо посмотреть, как тут работать. Ready. Ну и что? Где мои работяги-то? А, вот оно, меню строительства. Чертеж, чертеж, чертеж. Подожди, выходи. Где они есть-то? Backspace. Да вот она. Я вот сейчас серьезно не догоняю. То есть там 8 рабочих. Говорит, нам на лесопилку. Ну, не заняты рабочие. А как их вывести-то оттуда? What is needed of him? Да что ж такое-то-то? Можешь куда-то клацнуть. А ты кто? He go there. Слушай, ну в других, в предыдущих частях такого не было. Затупка. Там всех собрать, они собрали. Всех распустить, они такие раз и пошли. А тут что они сидят-то? Работники. Нажать-то пора.
Sasuke help? Подготовьтесь, назначьте работников лесорубов. Окей. Чтобы открыть меню строительства, нажмите Т. Левую кнопку, правую кнопку, это я понял. Погнали, лесопилочка. The tribe is running out of Камень. Камень. 2 камня. Там еще рабочие, охотничьи эти. Раз. 2. needs more wood, chieftain. Can a troll not rest for a moment? Поговорите с Кабраксом. Пошли поговорим. Going. Так, стоп, стоп, стоп. A building is done. А железо у меня сейчас недоступно, да? Делянка, это столовая, маленькое укрытие какое-то. Разрастаться. Блин, лимит, короче, разрастаться племени. Я говорю, сам как тролль буду. Magua praise. Хвала Мугли, здесь избранный вождь, Агрок, сокрушитель костей. Хранитель Ник, его знает. Тролль, который в одиночку сокрушил десяток рупорей. Откуда он знает? Глупый вопрос. Каждый тролль знает детеныша вождя Нарека Перворожденного и его родную кровь, лунную кровь. Neek must Ник должен сказать, он ждал другого, а Крок еще не выглядит как вождь. like a chieftain to me. Тем паче, как наследник Нарека Перворожденного. Alone the one to follow Narjak firstborn. А Гроку не делал того, что думает Ник. Ник должен говорить вежливо. Should watch his word. Just Так, Ник и думал, одни угрозы, никакого разума. Ладно, не важно, зачем Агрок пришел? Просит человека говорить вежливо, а он говорит, ты чем мне угрожаешь? Нормальный ход. Зачем костяным братьям столько хрупарей? В жизни так не разговаривать, а то родные не поймут тебя. Да я уже на Реак Тун-Тум. Игра бам-бам, стрим, давай, поехали. why keep so many brittle Водолазы, семечки. so the brittle bones find Чтобы их не нашли хрупари, они могут использовать против троллей все, на чем есть чара. Нельзя оставлять им такое. Grog understands. Агрок понимает. Grog must leave. Приготовьтесь к поглощению. То есть они должны собрать некое количество ресурсов, да? И как-то странно, но типа... Избушки выглядят интересно, но получается там один рубило. He not able to help. Ну, лесоруб, я имею в виду, да? Там не несколько, а вот просто один. И все. Что им еще? Давай еще леса поставим. Леса и кушать. Потому что камень добывает двое. А лес это строительство, а еда, ну это ж тролли. Ням-ням. Тут можно еще между делом поговорить. Grog, it is true. А Грок до сих пор не может поверить, что его больше нет. Still cannot believe he is gone. А Грок до сих пор. А Грок сокрушить клыкорезов, всех до единого. We're still sitting Его смерть была такой бессмысленной. listening to Grog. Это честно, родитель Нарьяк должен быть живым вечно, дольше, чем Агрок, и даже младшая кровь. И вот его нет, гнилой клыкорез убил его. In this world is fair, just В этом мире нет справедливости, друг. Заска давно усвоил этот урок. Но почему так? Почему тролли всегда бежать, и опять бежать от зеленых шкур и хрупарей? that they can honor Чтобы выжить ради Мугла. surviving. По крайней мере, охотники хрупари оставили ему клыки. Bone hunters and great У него были великие клыки. Где сейчас его душа? guide Narjak into Если Мугу не уводит Нарьяк в лунную реку до поглощения, тогда где сейчас его душа? earth Ждет земле. and done Когда поглощение состоится, Мугу and bring возьмет его душу и унесет на лунную реку. should go.
Sharp tusks and thick hide. Why act? Подожди, давай еще с тобой, мне интересно. Little blood. Как себя чувствует Ноак? Очень тихий? Nothing. Ничего. What? Что ничего? Ничего не чувствует? Нет, это там не родитель, просто плоть и кости, как кабан, как охотник его сокрушить. Sire is gone. Родителей нет и не бывать, потому что Ноак его не спасать. Little blood. Младшая кровь, Агрок, говорил. Нет, старшая кровь не говорит сейчас. Speak. Not Закса всегда уважал Нарьяка, он хочет сказать ему пару слов. Knows. he is dead. Trust Он мертвый друг, брат. Закса может говорить, что хочет, но Нарьяк уже не услышит. will never hear it. Akrok should go. Sharp tusks and Короче, младшая кровь типа здоровый растет, что не в себя. И он сожалеет, что не мог спасти. Выходит так. Так, с тем мы тоже говорили. Ух, друзья, давайте, да, за кофейком. Нарьяк, Агрок, Лунная река. Я думаю, пускай набирается пока реса. 2 минутки, я за кофейком и назад. А, еще хотел посмотреть. Придется альтабнуться, глянуть, а то я так и не поблагодарю, если что. А, все понял, все спят, а там и нет никого. Хорошо. Тогда за кофе и назад, с вашей позволения. they take care of it. He not worry. He work now. He can help. Magua praise. They take care of it. He not worry. He work now. He can help. Magua praise. Что там, друзья, тролли не разбежались? Тролли не разбежались никуда.
Сейчас будем готовиться. What is this? All right. Хорошо, рабочие готовят подношение, что дальше? Железо пусть собирает или лунных братьев обыщет колыбели. Где-то еще должна оставаться насыпи. Потом придет черед дарения крови. Works the blood giving exactly. Как происходит дарение крови? Двое дающих кровь должны предложить своей жизни Мугве. God knows that. Это Заска знает, но что они делают? Это сложно. Из двух дающих кровь один жертва, другой сосуд. Сосуд поглощает жертву, потом выливает свою кровь к подножию священного камня. Старейшина Грунвар Серая Шкура так мудр, как он о нем говорит. Что значит поглощает? Съедает. Так значит, сосуд должен съесть плоть жертвы. Like chosen chief Как избранный вождь, Агрок sires, будет есть плоть своего родителя во время обряда. told both blood giver Кабрас объяснил дающему урнуку жертвы и дающему кровь инске сосуду, что им нужно делать. Агрок должен говорить с ним, когда будет готов совершить подношение. Агрок Tusks and thick. поговорить... Чего? Агрок говорить, поговорить? Короче, кто-то кого-то должен съесть. Подготовьтесь к поглощению, соберите запас железа. У нас, по-моему, железо 100, да? Если я не ошибаюсь. Да. Поговорите с дающим кровь. why Akrog come here. It is true. Так и есть. Akrog should go. Sharp tusks and thick hide. Так, стоп. Let either way. Ладно, неважно. Зачем Агрок пришел? Akrog must leave. Поглощение, поглощение. А, вот он, дающий кровь. И второй где-то там. Нормально у них тут и ритуалы. Close enough. Довольно. В чем дело? Дающий кровь Ицка сегодня расстанется жизнью. Он хочет умирать с гнилью в костях. Не хочет. His bones. Гниль передается только через кровь. Не от тролля к троллю. That is what every Так думают все глупцы. Ицка хочет, чтобы его плоть была чистой, flesh to be. когда он вручит ее Мугве. No. Зачем избранный вождь говорит с Ицкой? Он хочет быть один со своими мыслями. With his thoughts. Иска поглотит плоть лунного брата. Разве он не подхватил гниль? Все равно. Так, Агрок пришел сказать Иске, что все готово к обряду. Поблагодарить Ицку. Давай поблагодарим. Akrog came to offer his thanks. И сказать, что все готово к обряду. Поблагодарить. Иска делает это для Мугвы, не для лунных братьев. Но спасибо за такие слова. Blood guard. Стражи крови уже ждут. Стражи крови. I told him. Кабрак снискал Агроку. Обычай требует, чтобы лунные братья привели 3 сильных воинов защищать погребальный костер. Understand. Агрок понимает, но он все сделает. Так надо. Ицка будет ждать Агрока у священного камня. Трындец. Чтобы нанять юнит в бойцовском домике. Так, выберите производство. Вы можете назначить для новых юнитов место сбора. At his service. О, а тут еще, смотрите, какие-то луты валяются. That way. This looks interesting. It is nonsense. Это глупость. Ernok. О, шапка. That is what Потому что Мугу так решил Нурбар. Нураб. Должен это пережить и выбрать нового друга брата. a new trusted one. Who then gets killed by the rot. Которого потом убьет гниль, охотники или дурацкий обряд. Это все бессмысленно, Урнук. Никогда лунные братья не будут знать покоя. Никогда. Find peace. Never. Сейчас мы поговорим. Подожди, это у меня танк. Танку нужен шлем. Let Grungwa take a closer look. Chosen chief. Избранный вождь Агрок Сокрушителя. Хвала Мугве. Magua praise. Хвала Мугве, дарующий кровь Урнук. Is he ready? Мягкий клык готов к жертвоприношению. Дающий кровь всю жизнь. His life. Ernok. Всю жизнь Урнук был лекарем, а теперь это все, чем он стал. He became Он стал дающим кровь, когда Мугу так решила.
Гниль на мугу, гниль на поглощение клыкорезов, гниль на все. Нураб не можно это терпеть. Нураб уходить. Урнук смириться с судьбой, но его друг-брат не может. Что делать, избранный вождь? Урнук не хочет бросать Нураба в горечи и злобе. Короче, типа брат его обидится, что не станет кого-то там. Так, клыкорезы напали, и десятки троллей погибли. Горечь и злоба теперь в сердцах очень многих. Нураб должен это принять. Лунные братья не могут быть мягкими. Агрок все сделает, чтобы племя помогло Нурабу пережить скорбь. Агрок может что-то сделать, чтобы им обоим стало легче. Как насчет оберега души? Это зачарованный камень из развалин Хрупаре неподалеку отсюда. Он может хранить голос живого существа. Если бы лунные братья нашли для Урнука оберег души, он мог бы сказать в него слова для Нураба. И Нураб бы берег их до конца своих дней. Так, Урнуку это нравится. Он не хочет быть обузой для племени. Ирбок прав, лунные братья не должны ждать тут дольше, чем необходимо. Урнук отдает свою жизнь ради поглощения. Это самое меньшее, что могут сделать для него лунные братья. Кровь за племя, племя за кровь. Урнук благодарен Грунвару. Где найти оберег души? Кабрат сказал Грунвару, что у племени такие есть. Надо поговорить с их хранителями. Хорошо. Короче, чтобы он не сбежал. Да, нам надо какой-то ему артефакт принести. Ох, это жестко. Так, а он не говорит. А, стоп. Я же бойцовский еще не построил. Тут у нас делянка есть. Бойцовский домик. Бойцовский домик, также стая. Хранилище железа, кулачные. Здесь рукопашные бойцы. Здесь готовят собиратели, которые железо будут собирать. Прям рядом с железом. Так, лесопилку. Давай одного сюда. И одного, если можно. Так, собиратель есть. Сейчас бойцовский домик назначим. Так, найди оберег для души Урнука. Чтобы нанять в хранилище желез собирателя, нажмите... Чего, подожди. А как он делается-то? Бесполезен, но бою зато отыскивает для племени железа. Они у меня все разбежались по лесопилкам. Эй, собиратель. А, вот, делает. Железноклюв. Найдите больше железных куч. Интересно, где я их найду? И соберите, говорит, железо.
А, ну вот одно. Хотя, по сути, мы можем так и оставить. Вот сюда вот железо послать. Все, этого хватит. Железно-клёво какие-то делаются. Вы можете выбрать юниты, отправить их становище. Там тролли постепенно становятся более сильными. Метательный обучает стрелковые юниты, становящий чар обучает колдовские юниты. А, вот оно. Ready for action. Ну-ка, давай попробуем. Сейчас, когда доделаются, они должны быть как-то типа сильнее. You work now. Ну, любопытно. Такс. Хорошо. Дальше что? Где нам брать амулет-то? Now. You find out. This either way. Ладно. Агрок пришел. Агрок хочет спросить, нет ли у костяных братьев оберега души. If the bonekin sold Оберег души — это boxes that can хрупорская штуковина, которая людская, короче. Все верно, они такие круглые, серебристые, как луна. what they Не знаете, как это выглядит, но у костяных братьев такое есть, да. Ну вот, возьми. get in return. Nothing. Ничего, дающая кровь лунных братьев идет на большие жертвы, и если это поможет его другу-брату не думать о темной мысли, Ник всегда рад помочь. Thanks. Агрок благодарит Ника, острых клыков и толстая шкура. Akrog must leave. Не понял. Get ready. Разбиватель черепов. Крушитель. А, то есть он будет становиться крушителем. Смотри-ка. No. Не дали, как переделался, усилился. You go now. Четенько. Слепящее облако. А то есть эти железноклювы не делаются таким образом, да? Go on here. You will lead the way. Moving on. Ну, вот такие дела. Time to move on. Chosen chieftain. Избранный вождь. Почему Урнука называют мягкий клык? Вот, костяные братья дали Агроку этот оберег души. Урнуку нравится, как он действует. Урнук что-то скажет. Hex inside И чар внутри это поймут, так и есть. Урнук понимает. is what Урнук теперь смуглый, он будет ждать Нурбана на лунной горе. Он даст теперь Нурабу этот оберег. Anok would like that. Урнук хочет, чтобы Акрок передал ему оберег после поглощения, когда Урнука не станет. Почему? Нураб, его друг-брат. True. Все верно. Нуак — лунная кровь. Но если Урнук сейчас увидит Нураба, это слова сделают его слабым. Said all. Он сказал все, что должен был сказать. Теперь пришло время исполнить долг. Кровь за кровь, племя за племя, избранный вождь, короче. Урнук, надо сделать так, чтобы все эти смерти были не зря. Death. Спасти лунных братьев любой ценой. Save the moonkin. No matter the price. Оберег души. Обучите больше черепов. Get ready. Ну-ка. Так, они ожидают. What can we do for the tribe? А, больше железных куч, говорят, найдите. Ну, давай попробуем какие-то доп. Задания выполнить.
Где у нас еще есть железная куча? Вот она. А, вон еще одна. Going now. Ну, типа, знаете, геймплей любопытный. Если до этого в предыдущих, скажем, сериях, вообще серия Spellforce, там они собирали, как она, ария некая, да, какая-то, какие-то огоньки магические или как-то так. То тут они роются в кучах, улучшают. Grunwa is here. А это кто? А, это Грунвар. If he insists. Так, может быть, вот этих мы уберем в сторонку, чтобы хотя бы видно было сцену. What now? Akrog is More listening. trouble? Ну, больше железных куч. Еще какие-то, что ли, есть? Сейчас гляну. Ну, я как бы ничего не вижу. Они должны, видимо, собрать их. По крайней мере, за пределами, может быть, и есть, а тут нету. Авиация появилась. Да, да, авиация. Но они, видишь, какие-то курицы летающие. Как вчера, да, в Ассасине. Ты приходишь помогать, а тебя петух клюет. И все нападают дружно. Ну, вот, типа, тут такая же авиация. Хотя они что делают? На себя область воздействия понижает дальность атаки у находящихся рядом противников. Ну, то есть они, типа, гасят этот... каких-нибудь лучников, арбалетчиков. For the tribe. Что-то наподобие. Ну, собирайте. Так, надо кофейку глотнуть. Да, диалоги здесь, конечно, немножко утомительные. Хоть бы они еще по... как-то по-нормальному бы разговаривали, а то у них это, да? Я думал, Моя твоя мыслить. Бомбардировщики. Нет, нет, тут написано ослепление. Типа, подлетаешь к лучникам и кушку прожимаешь, они слепят их. More scrap for him. That Ну и чё, никак? he go there. Вроде столько собрал железа. Да, все, сделали. What is this? Поехали. Yes. Good. Добро. Так, можно начинать. Для начала Акрог должен поместить подношение у священного камня. Потом Then the сосуд должен поглотить жертву и пролить свою кровь у подножия священного камня. Когда это будет сделано, детеныш Мугу восстанет из земли. Cabrax guide the Кабракс проведет обряд? Нет, это должен быть делать избранный вождь. И только он. Akrog understands. Акрог понимает. Сосуд, обряд. head towards certain doom. Sure, why not? Избранный Мугвы. Akrog is listening. What is that? Chosen chieftain. Время пришло, Урнук готов. Itzka. Ицка тоже. Поднять зуб Мугвы. It is time. Strange Вот зуб. Странно. Что? that it would end. Это все закончится. Урнук много думал, как будет умирать, но такое это не приходило ему на ум. Itzka. Ицка будет чтить плоть Урнука. Akrog. А Крок будет хорошим вождем. Урнук эту Anok feel. чует.
Теперь. Некоторые юниты тролли обладают способностями, которые можно задействовать наряду с обычными атаками. Способностью урожай крови позволяет пожирателям плоти и костяным чародеям поглощать плоть мертвых, становиться в бою сильнее. It is done. Все готово. Надо сделать подношение. Speak the words. Иска исполнит свой долг. His duty. He is needed. Подношение. Сделал подношение Мугве. Grunwa is ready. Дальше-то что? А, подношение закидывает. Аля Гул'дан. Grunwa is ready. In that direction. Так, ну у нас 500 подношения. А, вон они носят. Тут хотя бы души забирал, а тут видишь как. Смотри, какие кубки золотые или что-то такое позолоченное несут. Как снаряды, что ли. На плечах. Ишь, потащили. А, вон, там и мешки есть. Совершите подношение у священного камня. Примите способность. Поговорите. Ready for action. Let Akrok see. By the gold. Вождь Бакракс. Шкура святая, золотая сияющая. Скажи Кабраксу, разве это не прекрасно? Агрок, нет, скажи. Will it? А он... Агрок хочет спросить, чему слово он повинуется. Chosen chieftain. Избранного вождя Агрока, конечно. Это же он его призвал. Тогда пусть начнется поглощение. Speak the words. Верно, скажи слова, и Кабракс подождет погребальный костер. Если Агрок хочет последний раз взглянуть на плоть родителя, сейчас самое время. Ready. Агрок готов? Готов. Then call in the moon king. Тогда пусть начнется. Он призовет избранных воинов, лунных братьев. Embalming liquid. Кабракс принесет бальзамируемую жидкость и начнется поглощение. Один убивает себя, другой пожирает его. Потом жертвует собой, чтобы тот поглотил другого. Сим старейшин Грунвар Серая Шкура вручает плоть вождя Нарьяка, перерожденному его детенышу и избранному вождю. Grunwa Greyfur gives chieftain Narjuk firstborn's flesh to his cub, the chosen chieftain. Not only Нет, только для того, чтобы он стал новым вождем, не только для того, чтобы кровь его осталась в племени навеки, но и чтобы почтить Мугву, богиню Луны, которая улыбается троллям. И в самые черные дни хвала Мугве. the moon goddess who, through all these struggles, still smiles on troll kind. Magua prays. Do it, chosen. Вот этот тролль, сделай это, избранный вождь, поглоти сердце. А, он еще должен сердце съесть. Вы получили расходный материал. Это особый предмет, который можно использовать прямо из меню предметов, либо перетаскивать их в ячейку на панели быстрого доступа. То есть я должен поглотить. Я съел сердце. Агрок, сокрушитель костей, получает доступ к новой способности. Родитель. Devouring Поглощение завершено. Вождь Страж Мугу, достижение. blessing. С благословением Мугу, отныне Агрок, сокрушитель костей, вождь лунных братьев. У-у-у. Speak, chieftain. Говори, вождь, говори громко и гордо, и слова останутся в памяти. Агрок постарается быть достойным своего родителя. Агрок все сделал, чтобы лунные братья были отомщены. Выжили. Narjuk Достойным. was not only Akrog's sire,
He was also the greatest Он был величайшим вождем. Стой, что? Что-то не так там. They hunters! Охотники. Ах вы. Enemies are attacking! В атаку всеми. More products were smashed! Put down the grunters! What? Fight back! Что происходит-то? For the Moon King! Brutes! Bloody brutes! Fight them back! А вы-то куда, железособиратели? Деритесь. What should he do? Zazga is listening. Заска. Can a troll not rest his moment of him? Scryer, do it! Cast the spell! Давай, читай заклинание, командир. Zazga is listening. Let Grungwa take a closer look. At his service. Что-то шустро они напали. What this? И здоровый упал. Бесполезные. Лунные братья должны бежать скорее. Что он говорит? Тролли их сокрушат. Oh, they will not. Не смогут, их там сотни. Кабракс чует, они прикончили детеныша своими чарами. Он верно говорит, вождь, надо бежать. Лунные братья не уйдут без костяных братьев. Ну как, повсюду огонь. Нет, Агрок не побежит, хватит. Will not. Big Страшная кровь. А, старшая кровь, говорит правильно. Время драться. Глупые детеныши. Время там, снаружи. Если детеныш нарека, так хотят умереть, пусть умирают своими, а не в колыбели с костяными братьями. Но, уходи. Что происходит? Where are they? Где это место? Still near the cradle. Все еще рядом с колыбелью, наверное. Это были чары телепортации, как у охотников, которые проникли в колыбель. Они... More hunters. Еще охотники. Кабракс был прав. Tribe camp. Стойбище племени, скорее. That thing was bloody terrifying. Don't worry, it will. Ellen's reigns. No. Time to make. Не волнуйся, что-то. Да мне, мы сейчас тут поздороваться, зайдем. Ready for action. Верните стойбище лунных братьев. Let him at them. Интересно, как у меня все камни позабирали. Левелап потом сделаем. Is that Bloodgiver Anuk's trusted one? Ну, раб, друг, брат, дающий кровь Урнука. Теперь он не получит свой оберег души. The tribe camp. Стойбище, скорее. Возможно, это облегчит его концовку. А, этот умер, что ли, брат? Oh, tusks. О, клыки Мугвы. О, ты живой, железо, иди ищи. What now? More trouble? He is going. This look who has arrived. Глядите, кто это? Нербок говорил Агроку, что так будет, а он не слушал. Хватит, Нербок, сейчас не время для ссор. Крошка говорит верно. Сколько братьев убили охотники? How many? Better to ask. Спроси лучше, скольких не убили. Can't count the Тела еще не считаны, вождь Агрок, но это ужасно. Зарамак, Елок, Анук, Крошка, и, может быть, дюжины две, вот и кто выжил. would have been worse. Было еще хуже, если бы Анук не предупредил Нербока. Это ужасно. Да, малыш Нуак, так и есть. What happened? А что произошло? Like Как что, охотники напали, пока Агрок проводил обряд с костяными братьями, все как Нербок и говорил. guess it's Нербок считает, колыбели тоже конец. fighting. Они еще сражаются, Кабракс, он велел убегать. Of course. И Агрок, конечно, послушал. Like that. Все было не так. Кабракс не оставил выбора. Еще бы. Заска верно говорит, друг, брат, вождь. Кабракс призвал чары, которые вынесли всех из колыбели. Он хотел, чтобы лунные братья не погибли. It's too late for Слишком поздно, много крови уже пролилось. Агрок не понимает,
Глаза сказали, что охотников нет. Krog understands no. It's... Это трудно объяснить, верно. It is true. Клювы и глаза охотников не видеть. Но когда вчера Анук выходить, Today, он видите воздух искры, как горячий воздух над костром. Anuk Утро Анук и глаза видеть искры от кустов. Потом вдруг искры глубокого облака и выходить охотники. teleportex. Чары телепортация, как в колыбели. When Anuk Тогда Анук видеть и бежать обратно в стойбище племени. Но уже поздно, Анук сожалеть вождь, а Крог. Он подводить племя, много братьев умирать. Короче, разведчик поздно предупредил. Анук не виноват, это Агрок, не желал он ничего слышать. chieftain. Вождь Агрок. Мелкий клык, последний, кто будет указывать Нирбоку, что делать. Он даже не лунный. Tasks may Тихо, оклики Мугвы. but now Да, это возможно. Агрок сделал ошибку, но сейчас не время спорить. Родичи погибли и будут гибнуть еще, если лунные братья останутся тут и будут hunters ждать, пока клыкорезы не сокрушат колыбель. powerful words. Сильные слова. И куда же великий вожак хочет вести лунных братьев? Прямиком в новую засаду? Not. Он не знает. Но что ему Maybe there is что-то придумать? Может, не надо бежать, у Заски есть идея. Nurbok remembers. Нирбок помнит, он говорил, что Заска опять хитрит. Это правда. Всю прошлую луну Заска встречался с Хрупарем. Brittlebug. С Хрупарем? That is what Sasuke. Так сказал Заска. No, he has not betrayed. То есть сам Заска себя сдает. И нет, он никого не предал. Хотя все родичи считают, что он только и ждет, как бы это сделать. И у этого Хрупаря есть план. Если сделать, как он говорит, племя сокрушить охотников, но не только. Еще можно вылечить гниль. Короче, типа сейчас будет договор. Cure the rock. Вылечить гниль как? Как такое возможно? The cat. Вот тут есть загвоздка. Лунные братья должны воскресить мертвого бога. Fallen god. С Хрупарем это типа с эльфом. Since they crossed the water to start a new life on Urgath. То есть получается Хрупари это эльфы, а я все люди. Ну может быть и людей они называют. Пока не знаю. С тех пор как тролли пересекли море и обосновались в Ургате, Мугу улыбалась им, когда наступили темные времена. Ее улыбка была не так заметна. Гнилая кровь клыкореза, работорговца. Always smart. О них забыть было невозможно. И все же, пока Мугу улыбалась, надежда не покидала троллей. Карта мира позволяет выбрать. Найдите чужака и проведите мирные переговоры. Странный план, основные задания. Черные джунгли находятся в одном дне пути от стойбища. Опасные хищники в них так кишат. Disbelief marked the faces of Недоверие отражалось на лицах уцелевших лунных братьев, когда Заска рассказал им обо всем. Договор с хрупарским старейшином, воскрешение мертвого бога. Позор, взревели они, безумие. choice. Но был у них ли выбор? Was that Akrog И тогда Акрог впервые молвил слово вождя. Лунные братья встретятся со странным хрупарем в черных джунглях для мирного разговора. jungle for a peace talk? Пауза, потом мрачно. Когда они пришли в колыбель, The cradle 5 закатов назад лунные братья истекали кровью. Когда они оставили это место клыкорезом, рана была еще глубже, и крови в ней было еще больше. laid wide open. Картинка, да? Ну, прикольно. Тролль, типа. Хотя мне казалось, тролли как бы не лохматые, а тут и борода, как у орков, что ли. Ну, ладно. Мне ли судить, да? Чужак, хрупарь неподалеку. By Anuk still thinking А ну все равно думать, один идти неразумно. Взять хоть пару клюк Krog agreed to с собой. Агрок согласился. Хрупари не начнут обещания. Хрупари не чтут обещания. Говорят, что хотят, а потом убьют друг другу в спину. it. Maybe so. Может и так, но Хрупарь 100 раз смог сокрушить Заску и не сокрушил. And he, Если он такой могущественный чародей, как думает Заска, if he is any клюквы тут не помогут. Zakrog, if they bring Клювы тут не помогут. first back, Пожалуйста, Агрок, если братья первые нарушат договор с чужаком, он может расхотеть им помогать. Племя сильно пострадало, нельзя так рисковать. speaks truth. Заска верно, говорит вождь. Trust. Доверие должно с чего-то начинаться. А чё хочет чужак? Akrog still a Grungwald. Грунвар тоже об этом думает. That is Так это и надо выяснить. Заска задавал ему этот вопрос, и чужак сказал, что рассчитывает question, no. получить не меньше, чем получат лунные братья. Да уж, сотни клыков лунных братьев. Почему Заска раньше не рассказал? It is different. Это сложно. Заска не хотел Did not обременять Агрока.
Not after what Акрога. После того, как погибнет его родитель. Погиб, точнее. И он еще был не уверен. Но врать плохо. Но Заска же не врал, правда. Он просто не сказал. is it? Он сожалеет, но как там и говорил Нарьяк, если камень раздавить, обратно его уже не вложить. To say, if the Не сложить. there is no putting it back together. Так, все в порядке. Агрок понимает. Конечно, понимает. Он же друг братья. Что думает об этом Нирбок? Агроку не все равно? Нирбок великий воин лунных братьев. Что он думает? Важно. Nirrbok is the great Nirrbok thinks Нирбок думает, мелкий клык прав. there's never a secret. Вот чудеса-то. Nirrbok thinks Нирбок считает неразумным доверять судьбу племени какому-то хрупарю, но это правда. Если бы чужак хотел убить лунных братьев, он бы это сделал. Когда они не ждали плохого. И раз уж Агрок принял решение, лунные братья здесь, нет смысла тянуть. cannot Не останавливать дубинку на середине замаха. Смотрите, у меня сейчас мысль, пока я читаю все этот диалог, мысль такая, что Заска, который встречался с этим хрупарем, да, там, а он ему предложил, типа, как-то выжить в племени, дабы воскресить Бога и так далее, сделал предложение. И чтобы это предложение побыстрее, скажем так, от троллей пошло в угоду, скажем так, этому хрупарю эльфу или кому там человеку, видимо, он проследил, где находится племя, и начали убивать, но не всех. Ну, не всех. Ну, то есть, типа, специально, да, вы поняли. То есть, если дам предложение, сам тебя подведут под это предложение. Может быть такое. already here, so they might as well go Лунные братья здесь, и нет смысла тянуть. Не останавливай дубину на середине замаха. Теперь надо поговорить вождь Нирбок, а не просто Агрок. Конечно, вождь. chieftain. Хорошо, надо разбить здесь лагерь и ждать возвращения Агрока и остальных. Ладно, Анук, разбей лагерь и приведи остальных. Если к закату никто не вернется, найди чужака и сокруши его. Если к закату никто не вернется, бегите. Не, сокруши его. Sundown. Как сказать, вождь. Вот и славно, Грунвар. С Заском младшая кровь надо идти. Узнать, какой безумный план у этого чужака. stranger's wild plan is. What next? А они типа пошли разбивать лагерь. Ну, четенько, четенько. Да, в итоге у нас талисман. Талисман. Военный юнит, животное. Мгновенно умирает. Персонаж восстанавливает здоровье. Оберег для души Урнук. Возможно, это облегчит предмет для задания. А мы ему не отдали, короче. Я извиняюсь. Тут типа тема такая должна, наверное, быть. Когда мы получили амулет, но он сказал после того, как он умрет. Надо отдать ему этот амулет. А после того, как он умер, этот, как его, Урнук, или кто там, брат его, да, он же себе копьем брюхо распорол, лекарь. Вот, потом его съели. И нам надо было в какой-то момент ему отдать это оберег. А там не было, по-моему, диалогов, там началось это нападение на нас. Тогда вопрос, в какой момент ему отдавать? Ну, типа, отдавать надо было. На себя область воздействия. Агрок стоит как скала. Кажется, что его шкура становится от этого толще, а клыки острее. Родичи поблизости от него ощущают то же самое. Вызывает неподвижность на 10 секунд, вызывает стойкость, вызывает усиление. На 10 секунд. А следующее, да, получается... Множитель силы для всех способностей. Ну, классно. Сила атаки, сопротивление. Правда, не понимаю пока это против кого и для чего. Младшей крови не подставляться под удары. Тот начинает лучше защищаться от некоторых ударов. Вызывает эффект бережется на 30 секунд. Эффект метка духов. Тут что-то давит. На одну цель длительная негативная магия какая-то.
Ох, тут у нас какой? 6-й уровень. Мы-то с вами только 3-й. Тут 9-й. Да, надо подумать. Друзья, сейчас давайте 2 минуточки, с вашего позволения. Что-то у меня клюв подстыл определенно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, водички, кофейку, чайку там и продолжим. Еще где-нибудь сейчас минут 40 почитаем, посмотрим, куда, как идти. Хотя график очень красиво, действительно детализированно сделан. Сейчас, 2 минуты. И кошка пришла кормить черепах. Так. А вот, у него открыл, смотрите, воспитание. Одинокий клык. Перезарядка всех способностей. Бесплатно. Так, здоровье. При использовании зелья, это читали. Это что такое? Нуак может сражаться, мало мыться. При получении урона каждой секунды. Вот это я возьму. Каждое, так, заклинание активируется каждую секунду. Вражеский рядом объектом получает эффект вялость. Вот это вот прикольно. Так, дальше. Ты у меня Ты у меня хиллер. Это Заска, метатель. Так, это незаметность. Это стелс. Пока нам не нужно. Преимущество. При получении урона каждую 1 секунду воздействие на себя персонаж производит выстрел 1 на 6 метров. Наносит... Берем. Берем. Типа контратака. Так, Ригар, это наш шаман. С тотемами. Когда Грунвар крушит врагов, к нему иногда возвращается часть силы. Если использует оружие типа стрелковое. Да, у нас стрелковое. Берем. Восстанавливает концентрация. Берем, берем. Вот здесь я только что-то в растерянности. Мне надо бы до знамени до этого как-то добраться. Не в бою активируется заклинание. Мы можем взять... Заморозка. Положительно на себя. Можно что-то без активации талантов?
попроще немножко. На одну цель. Чинить постройку действует некоторое время. Тут у нас использовать если щит. Хорошо, давай. Ячейка для талисмана Нуак. О. Grunwar is ready. Going blood? Старая кровь. Клыкореза убивать костяных братьев. Так старшая кровь думает. А не отрезать клыки родителю? On Tusk, sire. They probably did. Наверное. Но это ничего не меняет. Мугу забрала его в лунную реку, когда завершилось поглощение. Ring was complete. Destroy them. They will die then. Ну-ка попробуем. Even the world will not eat such a beast. Такое оглушение. Ну типа резист какой-то разбитый. What is needed of him? Не, ну а классно, с двуручной дубиной, еще регенится. Еще испускает какие-то там облака. Какое-то облако. Urgath is this? Найти чужака и проведите мирные переговоры. No, I'll go look. О, тут много еды. Так, так, так. И что же у нас тут? That stranger? Это чужак? This looks interesting. Могучий амулет исцеления. Let Grunwar take a closer look. Дикие звери тут пахнут гнилью и кровью, надо быть осторожней. А что это за амулет исцеления? Талисман в области. Любой тролль с помощью этого амулета может исцелить себя и друга. What is this? Так, значит, что-то вождь, про которого мне говорил Заска, любопытно. Akrog, Агрок — сокрушитель костей, вождь лунных братьев. Рад нашему знакомому, вождь. Должен сказать, я весьма впечатлен тем, как вы отлично владеете речью. Там, откуда я родом, до сих пор считается, что тролли способны только рычать и реветь. Но не будем ходить вокруг да около, верно? Что Заска рассказал о моем предложении? Чужак не назвал Агросу... Акрогу своими. Многие тролли умеют говорить. Grunwar has given many. Могу наделила даром речи многие племена. Просто хрупари не хотят об этом знать. Это богиня, которой поклоняетесь, понятно. Akrog, Что по поводу имени? Чистая правда. Я бы предпочел, чтобы так и оставалось. Ничего личного, просто предосторожность. Хорошо, пусть чужак хранит свои секреты. fine. The stranger. Премного благодарен. Так что же все-таки поведал вам Заска? Все, сколько знает, что чужак хочет вернуть к жизни мертвого бога. Ему нужна помощь лунных братьев. But he knows. Он не мертв, а пленен. Ну да, суть этого не меняет. Так начнем. Мы же с самого начала. После первых сражений между созданиями света и тьмы, которые затем привели к войне шестерых, многие тролли, темные эльфы и орки бежали в Ургат, чтобы восстановиться. Лунные братья знают про бегство, так как предки появились в Ургате. Их последний вождь был одним из таких. Наряк перворожденный, да, я в курсе, и это не урок истории. Мой рассказ напрямую относится к тому, кто возглавлял бегство. Zarek's Детеныш Зарака, Фиал Дарк. Причем тут он? Он вернулся в Фиару после бегства много сотен лет назад. Да, многие в это верят, даже среди созданий света. На самом же деле, Гибернийская империя отправила в погоню отряд лучших воинов жрецов в священную печать. Они выследили Фиал Дарга и затащили его в темницу, здесь, в Ургате. Я полагаю, что темница находится по другой стороне того болота. И я даже полагаю, что, хотя жрецы священной печати давно мертвы, Фиал Дарг все еще там.
Да, да. Гиберницы — это хрупари земли, что по ту сторону моря. Гиберницы, да, по-моему, это охотники вроде бы как по лору на драконов. А дракона не любили создатели. Ну, уничтожали. Детеныш Зарака бог, как могли эти гиберницы его пленить? This makes no sense. Demigod. Он полубог, и вы совершенно правы, Фиал Дарга нельзя убить обычными способностями. Я полагаю, именно поэтому жрецы священной печати пленили его, а не уничтожили. Добрый день. Привет, Самурыч, привет, дружище. Располагайся, добро пожаловать. Давненько тебя не было. Да, давненько. С праздником тебя не видал. Откуда чужак это знает? How knows the string? Such a curious. Любопытствующий тролль. Какая приятная неожиданность. Для начала у меня есть доступ к архивам, который для многих закрыт. И последние 5 лет я только и делал, что изучал эти записи. Second, for the past 5 years. Так, а теперь чужак хочет освободить детеныша Зарака. Stranger wants to That is correct. Совершенно верно. Zaska, Заска рассказал мне о ваших проблемах. Вождь гнили охотники. the hunter. Вам не под силу совладать с такими врагами в одиночку. Но что же, если вам в помощь придет полубог? But with the Это все изменит. demigod, that would turn the tables. Грунвар, старейшина лунных братьев, что он думает об этом? what things he thinks. Он думает, что дурная затея, даже если сам храм существует, And even даже если лунные братья обезумели настолько, что поставят на кон жизнь своих последних воинов. Мог попасть на who's твои to say Ради этого странного плана, кто сказал, что детеныш станет им помогать, Zarek, когда разобьет такого? Зарак ненавидел троллей. he made them sleep Он превращал их в рабов. Перед боем отдавал зеленые шкуры, enemies, чтобы те гнали троллей вперед, под стрелы врагов. simply devour. Что если детеныш просто сожрет племя и уйдет? To be eaten. Лучше пусть сожрет бог, чем придут хрупари и вырвут клыки. Чужак верно говорит, Грунвар, у племени нет выбора. The hunters, Даже если охотник потерял the rod will still. след лунных братьев, гниль все равно будет преследовать их, убивать детенышей в утробе. Что с этим сделает Грунвар? They have no У племени нет... Подожди, у племени есть Ноак. У него в жилах лунная кровь. Короче, типа, если они освободят этого бога, то он может их сожрать. Так, спасибо тебе с праздниками. Да, что-то как-то не мог попасть на твои стримы. Я понял. Бывает такое, бывает. Спасибо за поздравление, взаимно. Years before Noag can make. Еще много лет пройдет, прежде чем Ноак сможет справиться. И даже если он даст жизнь тысячам детенышам, Please, Akrok. как племя что-то выживет. Агрок, ну пожалуйста. Try to hide Лунные братья пытались убежать, пытались, ничего не получилось. Пусть племя хоть раз сделает and not be. что-то свое, а не терпит чужое. fine. Хорошо, лунные братья посмотрят на это святилище, потом решат, что делать дальше. Агрок сказал, чужак говорит, храм здесь, в джунглях. I can. Да, я помогу вам. There's just one Для этого потребуется лишь одно — перебить first. цепняков. Those green skins. Это работа торговца зеленых шкур? Да, в этих краях, Lived here. то есть шкуры с троллей продают. Нормальный ход. Либо он нам сейчас просто помогает кого-то себе как бы в помощь, да, тот, кто бежал сотни лет назад, как из диалога. А потом мы сделаем ему услугу. То есть сначала он делает, по сути, нам. Ты дома камин поставил, меньше чем линк, больше чем. Да, дрова ношу, Самурыч. Да ладно, ты что, прикалываешься, что ли? Это фон такой. В этих краях обитало небольшое племя троллей, но пару дней назад цепняки так прорвались через джунгли и угнали всех в рабство. Основные силы ушли, однако осталась еще пара отрядов. Свой хал они обустроили прямо перед святилищем. I know your ranks have been. Я знаю, вашему племени крепко досталось за последнее время, но вы справитесь, особенно если будете действовать скрыто. После этого нам нужно будет разобраться еще с одной проблемой, прежде чем зайти в святилище. Move into the temple. Что еще за проблема? Well, it's related. Она связана с обитателем этих милейших джунглей. Тут свирепует некий недуг, от которого звери попадают в бешенство, и хищники, и травоядные. Disease, perhaps. Зараза? So then it's no. Если и так, то она необычного происхождения. I've seen И more она быстро распространяется, пораженных животных становится все больше. tribe to feed. Поскольку вам надо кормить племя, советую убивать этих проклятых тварей везде, где они вам попадутся. Иначе Corrupt the entire. они могут заразиться все охотничьи угодья. Чужак верно говорит, лунные братья этим займутся. Грунвар, какому племени могли принадлежать эти тролли? War. Mud crawlers. Наверное, Tusks. ходячие погрязи или болотные клыки. Тут только они живут так далеко. Агрок никогда не... What are their bonds? Враги или друзья с лунными братьями?
Стрим у нас 2:30. Ну, тут сейчас такое вступление, тут слишком много диалогов происходит, типа рассказывается история небольшая. Так, в общем, про Бога я сейчас понял из диалога еще одно, что это некое другое племя, и как мы детеныша призывали при, как это, ритуал когда проводили, вот там, видимо, какой-то тоже полубог, запечатан только от другого племени, видимо, так. Плюс тут некая какая-то необычная чума, которая все заражает, и нам это надо уничтожать. Вот. И так далее. 2:30 у нас по стриму. Еще минут 20, наверное. Сейчас подготовимся. И надо будет заканчивать и к следующему готовиться. Там Darkest Dungeons у нас сегодня. Probably стратегия. not enemies. Как Warcraft. They honor Ну, типа да, типа РТС стратегия, правильно. С элементами РПГ. Тут надо было проявить осторожность. А что случилось с рапорями святилища, с теми, которые запечатали его? It's a mystery. Эту тайну я надеюсь разгадать, когда мы проникнем вовнутрь. Чтоб там не было, Грунвар уверен, что без детеныша не обошлось. Зачем чужаку нужны лунные братья, то есть тролля? A fair question. Отличный вопрос, скажем так. Проникновение в древнее святилище сопряжено с немалыми трудностями, и ваша сила тут придется как нельзя кстати. is all then. И все? Чужаку нужно, чтобы кто-то крушил ему камни? Well, not quite. Не только. Я думаю о своей безопасности. Святилище было заброшено много веков назад. Там наверняка кишат всякие твари и нежить. About hiring У him. меня была мысль взять с собой отряд наемников, но они стоят дорого, привлекают внимание и, скорее всего, ударят в спину, как только унюхают выгоду. This probably is. Я понимаю, что едва ли тот ответ, на какой вы рассчитывали, но это правда. What about the stranger? А чужак, он поможет лунным братьям в бою? Я был бы рад, но что-то мне подсказывает, что разумнее будет поберечь силы для святилища. I will do some. До святилища. Тем временем я разведу окрестности. Мне надо еще кое-что выяснить. Ладно. Раз так надо, еще одно. Агрок решил поверить чужаку. Пусть Агрок об этом не пожалеет. Если чужак предаст лунных братьев, Агрок сам сокрушит ему череп. If the stranger betrays Well, I Своим черепом, признаться, я дорожу, так что не тревожься, все будет в порядке. now. А пока удачи вам, увидимся, когда вы разберемся с сопняками. Убейте порченных животных. a teleport hex, like the Чары телепортации, как у охотников. Верно, что ж, надо посмотреть на стойбище того племени. Они поймут, с кем лунным братьям придется иметь дело, а остальных они проведут. А как мне, подожди, убейте? Убейте животных, то есть это уже труп. greenskins. Zarek's fangs, there's more of them. Фига себе. Ну и степняки. Он один нуак там, смотри, всех колотит. Хорош. Ну, сейчас мы захватим первую базу, видимо. Не, ну тролли здравые, здравые. Здесь воняет. Вот прошел, хорошо встретил. Да, Самурыч, да. Как хорошо. Ну, как обычно, в семейном кругу. Разыграли некие подарки, некие призы. К сожалению, тебя не было. Больше врагов не осталось, надо искать, кто выжил. Moving now. Смотались в Москву, лучше бы не мотались You will lead на празднике. Я имею в виду семейным. Ну, как обычно, в целом. going now. Зато от души салатиков поели. If he insists. Как сам провел? Так, а это что? Это наши, что ли? What should he do? Обыщите стойбище. Grunwald will go there. Так, подожди, стойбище. Про подарки, да ладно. Не, чего? Да ладно, игры хорошие были, 3 игры. Серьезно, Самурыч, ты тоже поддерживал и помогал. Чё, да ладно, нормальные игрушки были.
Ребята, все, кто смог, подтянулся. Там кто-то не мог, у кого-то там интернет не был. Да, я все понимаю. Я сам перед Новым годом сидел тут, с ума сходил. 2 дня, короче, интернета не было с этими... Чет скучно, шампанское, салаты и 1 дома смотрел. Ну вот, видишь как. А у меня, говорю, как-то получилось так, что капремонт начали делать, вырубили свет. Ну как они не вырубили? Они, короче, делали правильную прокладку, как я понял, световики. Отрубили телефон домашний, интернет отрубили. Потом через, ну не сутки, там поменьше. На следующий день приехали интернетчики, все наладили. Блин, дурдом. Просто дурдом. В итоге 2 дня, 1 день без света, без интернета, 2-й день под вечер интернет только дали. Ужас. Тут же смотались за продуктами, тут же надо розыгрыш какой-то, думаю, замутить, сделать. Кресло заказали, ну, как ты видишь. Сборчик, ты тоже помогал, благодарочка. Пока туда-сюда там. В общем, все как-то, знаешь, в суете. Приспичило им. Да вообще. Так, это какие-то у нас болотные, да? Давай, давай. А он 1 раз только, да, убивает? Жертвоприношение ножек. Все мертвы. Поблагодарить чужаков надо бы. Удобная хоть. Не пригорает ходси, меньше чем линк, больше чем. В ходсе не пригорает. Да и в ходс-то... Нет, я стримил. А в ходсе пригорает и не играю. Ибо там, блин, я не знаю, неинтересно вообще стало. Вполне себе комфортно. А вы кто такие, ребят? Бросатель Ку, старший метатель. Ку быть мертвый или в цепях. Если бы не чужие тролли, Ку и родичи поблагодарить. Цепники враги для всех. Из какого племени Ку и родичи? Болотные клыки. Так быть раньше. Теперь болотные клыки все мертвы или рабы зеленых шкур. А кто чужой? Имя, племя? Лунные братья. Агрок, сокрушитель костей, вождь лунных братьев. Лунные братья? Но вождь лунных братьев Нарьяк, нет? 10 миллион чек, кто докачивает 137 МБ. Каждые 10 минут что-то докачивает. Он докачивает какую-то там хворь свою. Он закачивает, потом, видимо, винда блокирует, он опять закачивает. Или удаляет как вирус. Вот, и так далее. Я так думаю. Может быть, с серверами какая-то фигня. Нарьяк плывет теперь по лунной реке, а Грок теперь вождь. Нарьяк был великий вождь, говорит племя быть цепняков. Они стоят на дороге у лунных братьев. Работа торговца. Так, тогда болотные клыки помогать лунным братьям, цепняки крушить племя, убивать вождя, вождь Агрок согласен? Выжил еще кто-нибудь? Прикончили всех или взяли в плен? Ку думает так. Ку и родичи охотятся, возвращаться, вокруг все гореть. Болотных клыков мало, теперь совсем никого. Грунвар сожалеет. Тогда помогать убивать степняков. Много их еще в джунглях? Уже мало. Большая орда нападает на стойбище, теперь оставаться одна стая. Все как и говорил чужак. Болотные клыки не хотят пойти за ордой цепняков, чтобы освободить своих. Болотные клыки не умные, как лунные братья, но иметь мозги, смотреть на них мало, меньше стая. Это у всех же так. Как сокрушить арту цепняков? В Орде Виверны, Варги, чародеи. Новая лига. Это у всех же так, а винда антивирус не кричит даже... Я, кстати, говорил ранее про эту тему, когда мы играли. Я говорю, у всех такое. Что-то молчали, кто-то написал вроде бы. Нак верно говорит, если болотные клыки выжить в бою, они думают, как освобождать своих, но сперва убивать всех степняков в джунглях. Мудрые слова.
Ладно, тогда давай вместе сокрушать степняков. Добро. Но есть одна беда. А Крок идти в стойбище Ску. Там он говорит больше. Camp, all right. Chainer pack. Так, стая цепняков делать лагерь в джунглях у больших злых развалин. Там раньше был мост, цепняки сжечь мост. Bridge. Maybe the Moonkin could mend it. Может починить. Хорошо, быть так. Но надо хватать землю вокруг моста. Around first. The bog tusks В болотистых клыков стойбища есть железо, но чинить мост мало, надо больше собирать. so they need gather more. Zeramak scrap. Собиратели The bog tusks Зарамак этим займутся, болотные клыки знают, где поблизости что-то. everywhere. Лут, короче. Много везде. Вождь Агро говорит своим собирателям копать, тут, там, они находить. Find some. All right. Супер. Вождь, цел, здоров? What are they doing? Зачем все здесь? Агрок велел оставаться в стойбище. And Nurbok. Нирбок сказал идти с ним, когда услышали звуки боя. Кто эти тролли? Какой-то он близок, как обычно, через жоп звездочка. Да. Tribe camp. Верно. Leave their kin. Болотные клыки, цепняки сейчас. Это верно, Самурыч. У них бывает. Так, но там, по-моему, техработы, они как-то, не знаю, что-то оповещение сделали, что будут. Возможно, исправят. Маленький тролль говорит верно. Вождь Агрок обещал сокрушить стаю цепняков, которые еще здесь. Chieftain Akrog say he helped to crush Chainer pack that's still here. Another battle then. Опять драться, значит. Ладно, что будет, то будет. Но лучше лунным братьям It would be откладывать часть того, что они насобирают. harvest aside. Food. Еду? Еду, дерево, камень, железо. Все, что удастся найти. Лунным братьям это понадобится, когда они будут строить новый дом. Елок, приведи клюв из стойбища, потом найди крошку. Then join Crumb, as Crumb says. And Nugan is up Какая крошка? А ну-ка его глаза. to camp and tell them. Крошка это, видимо, птица, что ли? Хорошо, надо высматривать зеленых шкур. Нербок будет сражаться. Nurbok fight? Of course he. Конечно, будет. У него есть мысль, как захватить болото клыка. The bog tusk's name. Как звать болотного клыка? Spike Master. Старший метатель Ку. Then come with Nurbok. Тогда пусть старший метатель Ку идет с Нербоком. Надо поговорить. Talk about. Эти их какие-то диалоги, какие-то Ку, метатель. Нет, понятно. Работа 6, ночи, нифига, это так для вида, типа сделают или сделали и снова все через жоп звездочка пошло меньше чем линк больше чем. Я понял. Так, ладно, друзья, я, честно, немножко, подначитался. Теперь надо пойти этот лексикон и Нурбук, лук и так далее. Grunwa is here. He here. А кто у нас тогда дерется? More trouble. What should he do? А, все они дерутся. For the tribe. Huh? No orders? В общем, да, тут надо расстраиваться. Повозка для припасов лунных братьев. Выполняя РТС-задание, лунные братья помогут пополнять свою повозку для сложной туда припасов, пригодятся в будущем. Выделите повозку для припасов и выберите производство типа, которое хотите сделать. Что? А, переработка. Да, друзья, ладно, я сохранился. Давайте на сегодня мы по Спилфорсу закончим. Дальше будем... Выход... Так. Дальше будем уже изучать саму систему геймплея, или точнее вспоминать. Тут или только орки. Это не орки, это тролли. Лор именно за троллей. А вообще тут гномы, эльфы, темные эльфы, люди, тролли, орки. Орки, может быть, встречались. В какой-то моей серии, по-моему, Salt Hard Fest, когда мы гномам помогали, мы вызывали троллей. Кидали им пахнущую еду с приправами. Но там тролли по-другому выглядели. А тут видишь, как оказывается, тролли уже из нескольких раз, ну, типа, этих племен. Болотные какие-то, лунные, еще там кто-то. Ну, в общем, около 5 раз. Считай так. Гномы, люди, тролли, орки, эльфы 6 раз. Эльфы тоже 2 вида. Хорошего тебе отдыха.
Да, спасибо, взаимно. Да не, я сейчас не отдыхать, я сейчас пойду, он сынишка пришел, поздоровкаюсь, перекушу, да, к Darkest Dungeons будем готовиться сегодня. Завтра у нас Assassin, а потом опять Fallen Good. Просто охота пройти, но лор у них простенький, скажем так, почитать, позалипать. Давайте, ребят, всем спасибо, кто приходил, от души вам за поддержку, за общение. Встретимся сегодня чуть позднее. Завтра у нас. Продолжение дня. Спасибо, Дырича, спасибо. Встретимся сегодня, встретимся. Либо завтра, кому интересно. Давайте, удачи, добра вам и до новых встреч. Пока.